Здоровья тебе, рыбак. За удильщиком, да? Пора уже. Спасибо. Как слышно? Микрофон как-то тут висит, непонятно. Да, за удильщиком на 2 километра глубины. Пора уже выезжать. Когда форель прыгать начнет, вот в чем вопрос. Владимир, привет. Звук нормальный. У нас все нормально. Нормально, нереально. Так, надо, наверное, яркость убрать. Максимально. Чтобы она нам не палила. Ветерочек, ветерок. Ты ведь пробовал, дружок. Да иди ты. Все, приехали. Он уже сам остановился. Так. Нам автоматически не нужна. Нам надо максимальная яркость. Как по температуре? Да ничего. Температура приемлемая. Ну, пишет 17, но что-то вообще не 17. Ветер такой дует. Я думаю, градусов 12, может. 14 максимум. Всем привет. Сейчас начинаем игру. Так, а где мы вообще остановились, чтобы хоть понимать, где мы, в каких слоях? 7,8 метров. Ну, пожалуй, отсюда и начнем. Сейчас я немного разверну этот. А вот где течение подъедем, там в течении рыба должна быть. Блин, это нас уносить будет на меляк, короче. Сейчас заеду и с меляка начнем. Так, ну что там до точки, уже чуть-чуть осталось. Форель прыгает, тогда бабочки летают. Согласен. Ни хвоста, ни чешуи. Благодарствуем. Так, 4,6 метров. Ну, начнем, пожалуй, отсюда. Или сразу ехать, где форель примерно. Или не стоит. Короче, я же озадачен. 2 метра глубины. 1,90 м. Хорошо, пусть будет 1,90 м. Так уж и быть. Начнем с 1,90 м, а там будем посмотреть. Так, всем привет. Халя-баля. Баля-халя. Вопрос, с чего начать? Вот это вот самый интересный вопрос у меня.
Сандел, мандел. Не, начнем с пилкера, с обычного. О, уже поехала. Помогите! Поехала, поехала уже. Короче, начинаем рыбалку с обычного железного натурального пилкеревского. Так. Фрикцион. Попускаем. Ну, с Богом. Пошел. Первый заброс. С первого заброса форель лупанем. Будет интересно. Очень интересно, но ничего не ясно. Блин, откуда он взялся, ветер? Вот так всегда. Сидишь дома, смотришь штиль. Класс, думаешь. И то полчаса назад вообще штиль был, солнышко. Ну, шикарно. Потом смотрю, дождь пошел. И вот буквально за 10 минут, за 5 до выхода дождь прекратился. Как-то так. Так, что у нас тут? Кольцо вот это мне не нравится заводное. Оно какое-то неправильное. Немного текст по-дебильному написан тут. Рыба-удильщик. Опа! Так, что мы тут пишем? Погода рыбная, согласен. Привет, тезка, привет. Не хвоста, благодарствую. Динамитом глушите? Конечно. А как без него? Сейчас минут 5, если поклевок нет, он в рюкзаке вытаскиваем динамит и будем закармливать. По-другому не получается. Что-то я как-то далеко забросил, видать. О, дно. Не видно, уже должна это прийти, как ее зовут. Скумбрия макрель. Я что-то пока месте ее не вижу. Обычно она в такое время уже прыгает. Сейчас вообще не видно никого. Так, темные пятна сзади меня нужно побросать на форель. Срочно причем. Передислокацию. Блин, дебильный пилкер, мне не нравится. Опа. Опа. Остановите поезд, я сойду, называется. Против ветра. Ну, снова раскачивает лодку. Все как вы любите. Экстремальная рыбалка. Ветер в харю. Привет рыбакам. Вам того же. Пишите комментарий.
Что вы смотрите там? Спрашивайте. Что хотите увидеть вообще? Пожелания ваши. Не хочет на натуралку. Привет. И он. Хочу видеть, чтобы планшета не было на краю лодки. Привет. Супер. Главное, наблюдай внимательно. Это многие хотят увидеть уже на протяжении не знаю скольки месяцев. Я думаю, получится. Если долго мучиться. Или меня за бортом. Надо хотя бы к ноге привязывать шнур какой-то к лодке. Потому что если выпадешь, лодку понесет, догонять ее не прикольно будет. Вплавь. А так потянул за шнур и все. Ветер разогнался. А? Так, пока мы пробиваем самый обычный пилкер. Самого обычного цвета. Не самый уловистый, но в том году на него форель ловил нормальную. Не знаю, как в этом будет. Или сейчас, как всегда, психанем, поедем ловить другую рыбу. Потому что форель это 1000 забросов. Блин, он как-то плохо играет, этот пилкер. Мне не нравится. Ладно, еще один забросик. И будем менять всю систему. Планшет. Желание у меня одно — выпить чемпионского кофе. Да. Но у нас такой трески навряд ли будет, чтобы выпить чемпионского кофе. Потому что это надо на севера где-то валить. Там эти мамаши клюют хорошие. Я не знаю, у нас тут самую максимальную мы ловили, может, килограмм 13 где-то. Может 12, может 14. Мы ее не важили, но огромная. Это самая большая была. То есть до чемпионского кофе там очень далеко. Чтобы треску поймать. Тошкен кофе. Традиция какая-то там у них. Какой ближайший до вас аэропорт? Молде. Тут 50 километров. Короче, вот там за горой. На аэропорт, а потом автобусом там 50 минут и у нас. Самый ближайший Мольда. Вода пресная, есть судак. Привет. Нет, вода соленая, это Норвегия, дружа. Судак есть, только я его называю норвежский судак. Это типа хек, европейская мерлуза. Очень похож на него. Но правда у него зубов там вообще миллион. Такой парень. Кстати, он сейчас уже с икрой на точках там стоит на 100 метрах, на 90 метрах. Вот, я туда не еду, я просто по мелячкам эфиры провожу. Типа мне рыба не надо, если я поеду на 100 метров ловить рыбу, и когда ее буду поднимать и отпускать, но она не будет выживать. А мне рыба типа не надо. Ну, поэтому не еду я туда. Ну, скоро ребята приедут ко мне на рыбалку, мы поедем. Им рыба нужна, поэтому поедем опустошать точки козырные. Слушай, ну вот этот мне не нравится, а. Сейчас поедем под ту сторону.
Потоки ветра. Бензина мало, я не знаю, у меня там литра 2 бензина, наверное. Хватит только, чтобы здесь по мелячкам покататься. И то ненадолго. 5 раз переехать и закончится. Мотор полтинник кушает. Кушает очень хорошо, поэтому... Так, сейчас переедем. Оставайтесь с нами. Не знаешь, или форель попробовать, или все-таки ловить уже треску эту. Надоела эта треска, если честно. Полтора метра глубины. Ну, начнем здесь. Побросаем. Сейчас будем посмотреть, как оно там. 1,50 м глубины. Хухры-мухры. Пришла сюда форель, не пришла. Интересно. Но она вдоль берега тоже шарится частенько. Короче, ее не угадаешь. Если бы она была привязана к этим, к рельефу дна, было бы очень хорошо. Коряга какая-то там, еще что-то. Так она носится как сумасшедшая. Так, что вы тут пишете нам? Пишите письма мелким почерком. Если что, если возможность оставить у вас на хранение снаряжение для подводной охоты. Да негде, у меня там забито все так, что вообще негде. Где? Дома типа. И гаража такого нету. И ответственность за него нести. А вы на веслах? Да, на полтиннике на веслах. Как давно живем? 3 года. Артем, как провозить подводное ружье самолетом? Да я ж не подводный охотник. Спроси у этого, у Гугла, у чата GPT, я не знаю, может он правильно скажет. Ну а так, наверное, я думаю, разбирать и сдавать в багаж, как спорт-инвентарь, типа так, я думаю. По-другому навряд ли. Ну, на борт его точно не возьмут. А так, не знаю. Спиннинг обычно вот, пацаны сдают в багаж, как спорт-инвентарь в тубусах, и все. Вот подводное ружье я не знаю. И вообще, можно ли? Короче, мне этот пилкер вообще не нравится уже сегодня. Сейчас мы поставим мою красивенькую блесенку, и дела пойдут в гору. Но это не точно. Вот она. Вот она, моя красота. Смотрите, какая. 18 граммчиков. Только расцветка у меня была, это с фиолетовым, у меня было с болотным таким зеленым. Вот она зеленого цвета.
Работала вообще шикарно. По форели, по треске. Я думаю, это будет работать. Главная игра у нее должна быть интересна. Так. Ловить для контента. Это тебе что, куда? Ваше холод на сколько метров пробивает? О, ну не знаю. Ну, 200 плюс это точно пробивает. На 300, уже 300 с чем-то, по-моему, уже беда. А 200 плюс бьет классно. Ну, самая рабочая там 90, 100, 120, там 150. Там видно и приманку. Если чуть-чуть увеличить монитор, то видно. Так. Ловить для контента, это тебе надоело, люди смотрят, им интересно, особенно новичкам. Понял. Как быстро зеленеет там? Ну, очень быстро. Вот смотри, снег только вот в горах растаял. А когда? Позапрошлый стрим его там снега было валом. Ну, то есть он может ночью прям здесь выпасть, снег, а так зелень очень быстро. Уже давно причем зелень. Невероятно, но факт. Хорошо, ловим для контента. Нафиг мне на это форель, правильно? Как быстро... Ага, треска, любая рыба на стриме приветствуется. Благодарствую. Дроном получилось краба схватить? Не очень. Он хитрый там. Я понял, что нужно сделать. Я поймал гребешок морской, поднял, схватил. Такая вкусная тема, я никогда не думал, что он такой вкусный. А в чем прикол? Пока я дроном плавал под водой, бликовал планшет, ну экран, и деталей не видно практически. Это уже на самом видео видно там почетче дома, да, когда приходишь. И вот я пока монтировал, я там столько всего интересного увидел, которое я не увидел во время, погружения. То есть нужно опять туда стартануть и нормально все обсмотреть. Что интересная там тема. Ого, понесло как быстро, ё-моё. Сносит в берег прям. Сейчас поедем, вот там вот привяжемся к этому, к плоту. Только как бы это сделать, чтобы... в принципе, я думаю, придумаем сейчас. Около плота привяжемся и будем там рыбачить. Будем ловить рыбу для контента. Потому что форель это 1000 забросов, а 1000 забросов люди не хотят смотреть, это 100%. Так, поехали, значит, на другое местечко. У тебя какой микрофон? Не, что не, DJI. Давно идет стрим? Да нет, минут 15-20, наверное. Привет, як рыба. Да никак, только выехали. Это вы где? В Норвегии. Что нужно для того, чтобы вид на жительство или гражданство? Не знаю, напишите на сайт UDI, и там вся информация. Я ж не эксперт в этих всех гражданствах. О рыбалке могу рассказать все, что хотите. А по гражданству другие другие моменты, короче. Тай-та-та-та-ра-та-ра-тай. Да капец, этот ветер поднялся, конечно, серьезно. Да не чвиркай, ты чвиркаешь. Вон, видите, впереди, сейчас покажу, плавающий плот, причал. Вот сейчас, я думаю, мы к нему привяжемся и будем там ловить рыбу. Ну, попытаемся. Да что ты? О, тут рыбка есть. 7,5 метров.
8. 8,3, 8,4, 8,5. Прикольно. Здравствуйте, называется. Бах. Кому на рыбалку? Запрыгуйте на плот. А как бы привязаться, чтобы оно красиво все было, а? С той стороны, наверное. Короче, сейчас подумаем, как лучше привязаться, с какой стороны, чтобы оно было все красиво у нас, а? Картинку вам красивую сделать надо. Вопрос, как привязаться. Слушай, ну рыбы тут хватает. Какой привлекательный причал, а? Вопрос один. Стоять. Вопрос один. Как мы к нему привяжемся? Стоять. Все, вот тут и стой. Так. Вообще на причал на этот вылезти надо. Вот это приключение. Ё-моё. Так, стой, блин, да оно жопу будет разворачивать. Это мне надо сразу веревку подготовить, короче. Якорь. Стоять. Буян. И как-то интересно пришвартоваться. Давай. Нос сюда привяжем. Так, есть. Теперь что? Как нам назад отъехать? Никак. Ё-моё, вот это придумала. Нам бы жопу туда занести к этому. Некрасиво получается. Ладно. Попытка номер 3 сейчас будет. Надо спланировать просто привязку хорошую. Иначе удачи не видать. Так, один мы привяжем здесь, второй там. Надо подготовиться основательно. Чтоб сразу приехал, раз, и все. Приключения. Вы ж любите приключения, я тоже. Короче. Сейчас мы все сделаем красиво. Но это не точно. Так, один конец там привязываем. Второй конец тут привязываем. Правильно? Правильно. Поехали. Следующий заход. Сейчас подождите комментарии, пока не читаю. Так, заходим на посадку. Гля, надоел этот причал, а? Могу вывести кого-то на рыбалку на причал, кто хочет на этот. На плавающий прям. Короче, нужно как-то по-умному сделать. Сначала жопу зацепить, наверное. Бах. Сначала зацепить жопу, наверное, а потом не жопу.
Блин, ну тоже некрасиво получается. Я сейчас его оторву. В Норвегии, думаю, тот безумный тип какой-то. К причалу подошел и исполняет. Так, где он тут привязан? Здесь. Ты что? Его еще разворачивают постоянно, а? Так. Стоять. Стоять, буян. Сюда. Идем сюда. Ого, как тяжело. Тяжело идет. Так. Так, задняя часть. Все, задняя часть привязана. А переднюю? То переднюю, наверное, не надо. Ее ж не будет так уносить. Хотя, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Эфирный причал этот. На всякий случай нос привяжем. Мало ли. Стоять. Опа. Сейчас полицию напишут, что тип какой-то к причалу приплыл плавающему. Может быть такое? Или нет? Все, короче, я думаю, как-то так. Все. Начинаем телешоу. Во. И видон у вас нормальный хоть появился. Прикольно. Так, читаем комментарии, начинаем игру. Так. Так. Что пишет? Так. Это уже давно было. Где рыбалишь? Норвегия. Картинка супер. Была. Где была? Добрый день. И вам добрый день. Привет. Тема, привет, хорошо, клево. Всем добрый день. Привет, Михаил. Здорово всем. Привет. Давай трофей. Сейчас все будет. Елена. Привет. Ну что, можем начинать. Привязался, короче, к тому причалу. Вот это вот плохо, что у меня здесь сеть. Теперь не станешь прям на краешек носа. Ну, ничего страшного. Привязался к причалу, теперь можем начинать игру. Пошел. О, теперь я буду контроль приманочки делать шикарный, а? Все сейчас будет окей. Где рыбалка проходит? Привет, это Норвегия. Рыбалка в Норвегии. Прямой эфир. Ого, как сносит. Мы ж на месте стоим, на месте. Шикарно. Шикарный якорь они придумали. Ветер поднялся, капец. Так, я думаю, сейчас будет треска. Сейчас мы подготовимся. Пишите комментарии. Спрашивайте. Расскажем вам что-то интересного. Кто смотрел перед этим эфир, как мы с Максимом лупанули 2 трофея одновременно? А в начале эфира, какой у меня трофей слился, это просто. Того люряку, которого я за десяточного перед этим тащил в эфире, то еще детеныш был, походу. Потому что этот вообще не давал подниматься. Сматывал фрикцион, я с ним так долго боролся. И он, собака, под самой лодкой с одинарного крючка буньк и ушел. Но эмоций, конечно, подарил он много. Потом мы его другов поймали, но в 2 раза меньше, я думаю. Килограмм на 6, наверное, следующего вытянул я. Но тот вообще монстр был.
Есть этот запись эфира этого. Кстати, нужно там эти тайм-коды прописать, чтобы сразу смотреть. Ты гля вообще, а? Ух ты! Ё-моё! Поверху форелина лупанула. И блесна вылетела, представьте. По самому верху была. Так, ну что, все. Сейчас заглубляем и ловим. Так. Хочу к вам отдохнуть. Арсен. Ну прикольно, приезжай. Так это Максима лодка. Где? Где Максима лодка? Ловите на море или только фьордом? Фьорд. Нам до моря километров, наверное, 80 до открытого моря. Далековато. Ну и там же ж погода. Если во фьорде, смотрите, вот волна уже пошла, качает, то там еще жестче будет. Я не понимаю, она заглубилась или нет. При таком ветре вроде и лодка стоит. Там метров 12 примерно должно быть, где я бросил. Блесна 18 грамм. Вот, вроде на дне. Когда макрель зайдет? Да уже должна была зайти. Или может зашла. Я еще не есть. Опа, есть. Есть, друзья, первая. Я еще в тупике фьорда еще не был. Вот она, первая рыбка в прямом эфире. Лайк. 2 раза по экрану нажмите по центру. Потому что что-то последний эфир так мало лайков. Зажали вообще. Просто за природу лупаните, а то я выпрашиваю. 28 лайков. Вот рыбу тянул, уже лайк. Рыбу вытянул, показал еще один. Правый верхний угол посмотрите, там есть у вас 3 точечки. Вот на них нажмите, и там будет лайк. А кому не нравится, нажмите дизлайк. А я пока треску тащу. А вы наблюдайте. Тай. Пишите коммент, целуем, отпускаем или забираем. Это кулинарное, обычное. О, начала сопротивляться под лодкой. Нужно сегодня рекорды бить. У нас сколько? 14 штук, по-моему, в прямом эфире было, самое больше. О, всплывает тетушка треска. Красивая. И за бороду, как она зацепилась, а? Матильда, иди сюда. Иди к нам. Иди к нам. Опа. Так. Раз. О. Сюда. Заходим. Вот она, смотрите, какая первая. За бороду. Классическая, как я вам всем говорил. Вот этот усик у нее. Вот она преследовала блесну и усиком хотела пощупать, что это такое. И я эту поклевочку нежную почувствовал на хорошую палку. Если у вас деревянная палка, то вы не почувствуете это 100%. И все, и вот она вот этим усом так попробовала, что это, а я ее всек. Вот такой трескун. Отпускаем или забираем? Пишите комментарий. Я ее пока положу на минутку в тазик. С ней ничего не будет. А вы напишите коммент. И будем посмотреть. Так, первая пошла. Все. Тряпки нету. Как всегда. Об рюкзак. Об штаны не будем. Сегодня об рюкзак вытираем. Привет. На фишинг баде показывают форель. Оно там постоянно показывает, но неправду. Да. Ты любишь жареную рыбу? Да я всю рыбу люблю. Соседям пусть на тебя молятся. Забираем. А что на меня? За меня нужно отпустить. Какая длина удилища? 2,90. Забирай. У вас есть места для ночевки, если с семьей приехать, и сколько это может стоить примерно? Все есть. Арц. Смотри, там под
описание канала этого ютуба зайди, и там есть ссылки на мои социальные сети. Вот напиши туда, и мы спишемся и обсудим все возможные варианты. Также у меня в ютубе есть видео, называется «Рыбалка в Норвегии с проживанием». Зайди посмотри, там отель, он шикарный. В отеле, ну все есть, в общем, в отеле. И сауна есть, короче, и свой причал, мангальная зона для барбекю, для чистки рыбы. То есть, ну, я полностью видео снял об этом отеле. Какие комнаты, сколько комнат там. Зайди, посмотри, очень интересное видео. Вот. А если нужно какие-то вопросы, то пиши в социальные сети, я там отвечу вам. Как гид организую рыбалку, либо на своей этой лодке, она у меня на 5 человек, но классно на ней троем рыбачить. Четвером это уже максимальный потолок, неудобно. Она у меня 4,55 длиной. Вот, если нужно, я возьму у Норвега еще одну лодку. Там уже 5,5 метров, шикарная лодка, 80 мотор. То есть все можно обговорить. Вот какая-то вот, смотрите, пока я с вами разговаривал... сход. Пока я с вами разговаривал, треска еще одна висела, уже не висит. Я ее просто не подсекал, она за бороду лупанула. Ну, так как она любит это делать. Забирай, отпускай, отпускай, забирай. До соседки берем, отпустить. У него есть дорогие, бюджетные, на любой вкус. Совершенно правильно. Рыбка задохнуться может, отпускать. Так вы пишите, отпускать или забирать. Там половина написала забирай, половина отпускай. В чем прикол? Объясняю. Сейчас не забираю, отпускаю, да? Проходит 2 минуты, 3, 5, 10. Вытаскиваю еще одну рыбу. Еще там 3, 5, 2, 10. Еще одну. Отпускаем, отпускаем, отпускаем. В итоге заходит какой-то чувачок и говорит, ну что там, как рыбалка? А ты ему говоришь, да ну как, нормально. Он, покажи рыбу. А ты говоришь, отпустил. Он такой, чешет тип. Развернулся и ушел с эфира. Тоже такое есть. Так что я тут не знаю. Надо, наверное, коллекционировать рыбу, тут ее всю слаживать, а потом соседям отдавать. Так, ну что, погнали дальше. Берем печень и отпускаем. Во! Вот это вариант. Самый четкий. Так, ну давай, заглубляйся. Мне нравится легенькая снасть, но вот как она 18 грамм эта блесна планирует, да, это очень классно. Вот на этом именно планировании треска этим мусом и зондирует. Если палочка, шнурочек тоненький, ты вот этот тычочек вообще еле-еле, ты его чувствуешь, вверх всекаешь и есть треска. Потому что она усом, если нащупает, что это железяка какая-то, она в рот ее брать не будет. Поэтому с одной стороны классно, а со второй плохо, долго заглубляется блесна. А пилкер на падении так, ну, реже намного атаки на падение на пилкер. Потому что он так как камень падает, то есть планировки у него нету. На блесну это все лучше выглядит. Я сейчас не пойму, где там дно вообще. Просто космическое. Долго падает. Короче, поехали. Забери один. Ты где находишься? В Норвегии. Привет. Я сейчас как раз собираюсь идти на Кохо. Салмон. О, супер, ни хвоста, ни чешуи. А где ты рыбачишь? Опа, ух ты, вот это удар был. Ну давай, догонять. Опа, есть. Догнала. С первого раза не поняла. Опа, пошел фрикцион. Остановись. Вот это она, гляньте. Смотри. Это что, палтус? Ты что, прикалываешься? Офигеть, вот эта рыба влетела, хоть бы это не ушла.
Вот это уже он. Слушайте, ну он разогнался, он метров 45, наверное, шнура смотал точно. Снова пошел. Офигеть. Фух, зацепил трофея. Пацаны и девчата, трофей зацеплен. Лайки ставьте пока месть. 51, мало, мало, пацаны. По центру экрана 2 раза нажмите. Или правый верхний угол. Для вас стараемся. Не, ну эта рыба такая, килл под 8-10, я думаю. Вообще не поднимается. На такую блесну маленькую. Надо аккуратно делать, потому что я не форсирую. У меня 0,12 шнурочек. Спиннинг до... Опа, пошел снова. Спиннинг до 32 грамм. Нужно все... Вот, снова пошел он. Да куда ты? Вот это бонус плюс. Вот за это я рыбалку люблю. Кайф. Просто чистый кайф. Видели, да? Была одна поклевочка, подбила, я все промазала. Я создал анимацию, типа, якобы она ранила ту рыбку, начал делать анимацию с твичингом, такую мелкую дрожь и поддергивание. И она сразу же ее как влупила. Вот теперь смотрите, что делает. Не поднимается теперь. Это или люряка. Опа, снова пошел. Да ты что, прикалывайся? Да ну нафиг, а? У меня уже рука устала. Сколько мы с ней боремся. Пацаны, лайки, комментарии пишите, реакции какие-то. Активчика поддайте. Может, трансляцией с кем-то поделитесь из знакомых. Скажите, гляньте, он тип там рыбу валит в Норвегии. Вам не сложно, нам приятно. Аля, вообще не идет, а? Ой-ой-ой, палка вообще в дугу. Я не знаю, камера передает или нет. Но поднять ее вообще не могу прям. Ты шо? Давай поднимайся уже, а? Снова пошла. Да ты шо? Сколько она меня будет мучать, а? Иди сюда, малая. Покажись. И не сдается, в чем прикол. Вы видите, она вообще не хочет. Да ты шо? Я ничего не могу с ней сделать. Если я сейчас просто катушку максимально затяну, фрикцион, у меня сейчас он настроен килограмм на 5. Если 5 где-то тянешь, то он разматывает. Вот она сейчас тянет, смотрите. Если я затяну его, то либо шнур может лопнуть, либо, если она висит на тоненького, может оторваться эта плоть у нее. Короче, нужно максимально долго все делать. У меня знакомый, я не помню, на 40 чем-то килограмм или на 30, забыл. Короче, около 40 толстолоба вытянул на шнурочек. Ух ты, на шнурочек, который то ли 2700 на разрыв у него был шнурочек. На спиннинг зацепил и таскал его толстолоба этого по ставку. Ну, вернее, он его, часа полтора, но вытащил. Вот тебе и рыба на 40 килограмм на такой шнур, который волосинка. Там окуня он ловил. И влетел этот... Ух ты, блин. Да остановись ты. Влетел этот толстолоб. Все, у меня руки уже все. Я не могу держать. Давай, подымайся. Говорят, рыбы нету, да? Пишите, кого на мостик этот вывести на рыбалку. Давай, всплывай, родной. Покажись. Ты что, еще не устал? Офигеть, вот это там люряка или сайда, это 100%. Ну, метр. Это метр законный. 69 лайков. Ну, что вам жалко лайк поставить? Говорю, давайте лайки ставьте. Всяким там непонятным ставите жопам, сиськам. За рыбалку ставьте.
Вот он. Трофей сейчас будет. Ух ты, ё-моё. Метр. Это метр, друзья. Офигеть. Это сайда метровая. Ё-моё. Ну, не метр, сантиметров 85, наверное. 90. Офигеть. Не, ну машина серьезная, я вам сразу говорю. Лайки пока ставьте, я сейчас буду парковать. Все, она теперь устала. Мы ее заморили. У меня такой самодельный крючочек, надеюсь, он выдержит. Но она висит вообще там на тоненького. Нужно делать все максимально аккуратно. Пока вместе она не раздуплилась. Ух ты, ё-моё, иди сюда. Фух, ты что, аж в глазах потемнело. Смотрите какой. Да, это метр закон. Фух, вот это он. Смотрите. Сайдуновский, а? Бомбита. Гляньте. Вот это рыба. Ё-моё. Вот он. Ху-ху-ху. Да ты шо, кайф. Кайф просто. Да тихо, успокойся. Да тут килограмм 8 100% есть. Смотрите, как этот крючочек ей впился. Ух. Да, вот это дельфин. Смотрите, какой. Ротяка у него. Вот это рот. Вот так вот раз, рука туда и влезла. Не, ну красавчик, красавчик. Это заслуженный лайк. Фу. Пойдет рыба. Фу. Так, ну что мы сделаем? Мы сейчас сделаем красиво. Сейчас мы ее усыпим и положим вон туда. Она у нас будет лежать. И те, кто будет заходить, будут видеть, что мы ловим рыбу. Правильно? Правильно. Кайф. Надо ее по башке стукнуть пару раз. Это гуманное обращение с рыбой называется. Все, я думаю, ей достаточно будет. Спасибо тебе, рыба. Вот. И вот так ложим ее здесь. Или кладем, как правильно. Ну да. Если это у меня 1,40 м с чем-то, по-моему, палуба, то рыба вот сколько тут, сантиметров 35 не хватает, наверное, до этого. Ну, примерно около метра. Кайф. Продолжаем игру, я вам говорю. Подписывайтесь на канал, там самое много интересного о рыбалке в Норвегии. Я вам отвечу. Вот, на вот такой вот надо снасть ловить. 0,25 флюорокарбон, 0,12 шнурочек, спиннинг 6,32, вот такой вот, 2,90. И ты чувствуешь каждую. Есть. Есть. Сюда. Так, сейчас подтянем чуть. Ладно, пусть будет так. Так. Ну что вы там комментарии написали, нет? Зелак. Так. Дальше погнали. Что-то чем-то на треску похоже. Ничем, да. Клади на нос лодки. Красавчик, лайк 100%. Благодарствую. Вот вчера такой же был. Кто? Вот тот, которого я таскал и сошел, ты за него в тазик не влезет. Не, в тазик вообще никак. Они во фьорд зашли. Они не уходили.
Да ладно, посмотри фото трески. Ну да. Правильно, это треска или не треска? Ну напишите, а то я не понимаю, кто это такой. На дельфина чем-то похоже. Вот этот вот. Вот если бы экспозиция, это еще собака не прыгала, я не знаю, как ее настоит. Кто шарит в этом? Как прям в эфире включить так, чтобы когда я поворачиваюсь, вот эта картинка белая не менялась, короче, цветами. Мне не шевелиться или что делать? Зелакс пару раз, это раз 20. Кого пару раз? У тебя и так все полно дома. Ну да. А мог загадать 3 желания. Ты его... Что? Что сделал? Зачморил, что ли? Ну, дал ему этот усыпительное. Сколько грамм блесна? 18. О, в конце эфира, точно. Мы его отпустим в конце эфира. Или вот как человек один писал, печень только взять, нам рыба не надо, можем только печень взять, а рыбу отпустим, и все. 82 лайка. Кто лайки не ставит? По башке дал. Какой красивый вид. Спасибо, Людвиг. Тёма, а ты положи треску рядом для сравнения. Тоже вариант. Так что мне всю рыбу тут вылаживать? Для сравнения. А может там зажигалку положить? Хорошего, спасибо. Тёма зачем-то дельфина поймал и убил его. Не знаю. Сколько стоит выучиться на рыбака? Не знаю. На профессионального этого. Аж спиннинг хрустнул в эфире. Было слышно. Какой спиннинг? Этот мой? Или какой спиннинг? Так, ну что, начинаем или продолжаем? Блесна 18 грамм. Продолжаем игру. Пошла. Догнала она где-то в толще воды. Там 12 метров, примерно на 6. На 6, на 8 она влупила. Ну, это классическая для нее. Она около дна не ходит, а вот 6-8 метров она патрулирует. Так, микрофон висит. Та-та-та-та. Это кенгуру, 100%. Пишите комменты. Аля, увидели рыбу и свалили. Прикиньте, 109 человек только в эфире. Воскресенье. Смотрите рыбалку, люди. Сидите там вот это вот, смотрите всякую лабуду. Нужную, ненужную. Вон, смотрите, как рыбу ловят. Это полезнее будет. Вопросик задавайте. Как, куда, зачем, для чего, почему, сколько. И все. Ты смотри. Да, ну там видон, конечно, классный. Не знаю, вам видно, не видно его. В Европе без корочки рыбака нельзя ловить рыбу. Ты не учился в Норвегии? Нет, конечно. Я там как браконьер. На заброшенных карьерах ловил. Кстати, сома ловил там. Ну, сказали, типа, ничего, можешь идти ловить. Сома ловил, окуньков, щучек небольших. Я гулял, нашел карьер там интересный один. Спросил у этих местных чехов. Они мне все рассказали. Сказали, что там даже сом есть большой. Ну и все, через 2 дня я уже купил надувную лодку, вот эту самую дешевую, которая от пепла просто прогорает за секунду и на солнце взрывается. Взял квок, у меня квок есть для ловли сама. Вот. Эхолот диппер. Ну и погнал на этот карьер. Только выехал, я не знаю, ударов, наверное, 5-7 по воде. Опа, поклевка есть. Опа, еще один. Да ё-моё, это уже треска. Короче, ударов 5-7 по воде, подъем, влупил, есть. Самяка. Это уже трескун. Давай, иди к нам, третьим будешь. Сегодня отпускать не будем ничего, правильно? Правильно. Хватит уже щадить ее. А, кстати, мы ж посылку собрались отправлять родным. Вот я, наверное, филешек наделаю, заморозим и отправим перевозчикам.
как вариант, свежей рыбки. Свежезамороженной. Это у нас треска идет к нам. В море можно ловить. Да. Так это малыш дельфина живой-то. Просто спит, пока эфир не выйдет. Да. Ну он лег, ну говорит, сейчас я отдохну, потом люди уйдут, и мне интересно будет, и потом, говорит, выпустишь меня, я поплыву. Это трескун у нас должен быть. Давай сюда. Поднимаемся, показываемся. О, это еще один трескунчик. Интересно, сколько я их тут могу наловить? Как вы думаете, сколько я могу рыбу вообще вот так за целый день поймать, если приехать и вот так стать на одну точку и бомбить ее? Оп, сюда. А, не кусайся, собака. О, но эту берешь, она такая полегче, чем та. Чем вот этот дельфин. Ну, кулинарный. Блесну он захавал, смотрите, в самую шахту. Будем филе трески снимать, а что делать? Отправим посылочку соседке. О, еще один. Пойдет. Не трофей, но пойдет. Так, усыпляем. Есть. Так что мне здесь рыбу слаживать или где? Вот здесь вот их ложить. О! Красиво. И эту сейчас туда же. Будем сейчас эфир вести. Эфир сейчас будем вести с рыбой. Ух ты, ё-моё. Ну да, этот дельфин как две трески, считай. О! Пошла жара. Так. Ну так интереснее уже картинка будет, да? Тай-тара-тара-ра-ра-рай. Короче, сегодня эфир браконьернический будет. Не выпускательный, а браконьер. В какой стране? В Норвегии. Я сейчас в Норвегии. Пошел. Хребень в лодке кокол. Шо? Так это треска или собака? Ну, когда кусается собака. Ловят в вашем районе королевского краба. Встречается или надо на Лафатена ехать? Честно, я не видел здесь таких вот таких прям здоровых. Так, что, рыбу надо? Раз, два, три. Опа, иди сюда. Главное до 3 считать, и рыба будет. Трескуха. Так, 3 заброса, 3 рыбы. Это ж 3-й заброс и 3-я рыба, правильно? Правильно. Размазал голову. Ничего, нормально с ней все будет. Кто там лайков до 100 не нажал, а? Кто жадничает? Да. Евгений написал, надо контент делать для зрителей. Вот делаем контент, смотри. 107 человек в эфире. Что они делают сейчас? Гуляют где-то? Чего они не в эфире? Почему? Где? Куда? Спрашивайте, что вам подсказать, а? Как рыбу ловить? Или как не ловить? Или почему вы не ловите? Или где ее искать? Хорошо идет. Здравствуйте. О, эту мы поцелуем и отпустим.
Эту мы поцелуем и отпустим. Не будем ее мучать. Так, что ты висишь? Нет? Висит, но слабенько. Вот такой микротрескун. Оп! Ты что, куда ты собралась, а? Тетушка треска. Вот, смотрите какой. Детеныш. Еле-еле за губу висит. Так. Отцепляем. И нужно ей обязательно сказать: дедушку с бабушкой позови. Пошла. Фу. Продолжаем игру. Так, нужно проверить F. Флюорокарбон. Сечка одна есть. Но еще пока не критично. Если аккуратно вываживать, я думаю, она выдержит. Потому что перевязывать это минуты 2. Больше. Сечка есть, но справимся, я думаю. Так. Ночь или рассвет? Ну, как бы 3 часа дня. Это ночь или рассвет? Это красота Норвегии. Немножко пасмурные тучки вон идут. Сейчас может дождь пойти. Собака, а? День. Я на Коху иду в Балтийской Колумбии на речке, впадающую в Тихий океан. Супер. И крупная там рыба? Какая там рыба? Заглистнул. Как всегда, как вы любите. Какая рыба самая вкусная там у нас? Ну, она вся вкусная, но которую я самую вкусную ел здесь, это морской угорь. Хавол. Вот. Самая вкусная для меня была. Оп! Еще одна. Так, это какой заброс был? 4-й заброс, 4-я рыба. Вы записывайте там, а то буду спрашивать. Вот дождь идет. Буду спрашивать у вас, сколько там, я сбиваюсь. Ты смотри, а? Успокойся, давай сюда. Ты ж не такая здоровая, чтобы так бороться. Сюда. На базу торпедных катеров. Все, дождь пошел. Дождь пошел. Давай, иди сюда. Да. Это где происходит? Это в Норвегии происходит. Чи буде нічна рыбалка на вугра? Будет. Только не знаю когда. Соберусь когда-то и поеду. Потому что с этим монстром нужно побороться. Аля начала подлодкой давить. Все, прекращайте, говорю. Успокаивайся. Все ты тихо, а? Ты ж так и шла, как будто тебя там не было. А теперь начинаешь вот это вот исполнять. Давай, давай, поднимаемся. Фух. О, наш размерчик. И тоже борода. Техника борода была. Сейчас мы ее тоже положим сюда к этим друзьям. Стоять. Сюда. Оп. Промазал. Ты что? Да что это? Гля. Что, к окулисту надо уже? Или то я спешу просто. Лодку качай. Опа. Есть. Сюда. Вот он еще один. Трескуневский. Кулинарный. Это самый вкусный размер. Кулинарный называется. О, красавица. И придавила тоже бородой. Вот видите? В бороду. Не в рот взяла, а в бороду. Вот. Где усик этот. Всем показываю и вам.
учитесь и запоминайте, то когда у вас деликатная снасть на падении, поклевочка еле-еле такая тык, всекаете максимально вверх, не в бок, а вверх, и просекаете треску. Самых больших трескунов я ловил именно на падении. Так что запомните, а лучше запишите. Дождь пошел. Так, подружка, мы тебя тоже сейчас... Так, сюда. О, ну уже красивее. Кулинарные дела начинаются. Так, погнали дальше. Так, на фьордах дождь, не дождь до лампочки. Этот причал плавает из фильма «Особенности национальной рыбалки». Скорее всего, мой трофей 11 кг King Salmon плюс 1 кг икры с него. Супер. Ставим лайки. Ставьте, конечно. Моего деда рекорд 28 на реке Ингур. Это кто? Лосось? 28 килограмм. Глубина какая? 6 ударов. Молотком лупишь, что ли? Палкой. Спиннингом. Я себе сделал со своего старого спиннинга очень здорово. Ну как, о. Палка-выключалка. Видите, с пробковой ручкой. И на конце вот такой вот крючочек, багорчик маленький. Раз ее аккуратненько и готово. Понимаете? Вот сейчас я вот здесь положу на всякий случай. И все, теперь... Дождь, планшет мокнет, телефон мокнет, микрофон мокнет. Короче, все у нас мокнет. Пошел. Таран-та-та-тан-та-та-тан-та-та. 99 лайков. Кто там не дожал до соточки? А лучше до 105. Глубина-то какая? Глубина там, где я бросаю, 12 метров примерно. Сейчас я посмотрю подо мной сколько. Здесь около 8 должно быть. 9,4. Это сейчас более прилив. Подо мной 9,4. А туда, где я бросаю, там маленький такой свальчик до 12 где-то уходит. Где-то так. А когда начнет темнеть, вся рыба будет... Там на мели 1,5 метра, метр, 2 метра, 70 сантиметров. Она там будет кормиться. Так. Этот планшет весь уже в воде. Чем его вытереть? Штаны не впитывают в воду. Курткой вытереть. Да ё-моё. Вроде вытер. Так, иди отсюда. Да какой альбом? Потерял эфир я. Как его? Где я? Уже не переезжаешь? А куда переезжать? Я в Северном море ловил трофей, был 32 килограмма палтус. О, палтус это рыба, конечно, мечта всех рыбаков. Пока мест еще таких палтусов не ловили. Да, у нас такие регионы и края, что его здесь очень-очень-очень-очень мало. Вон, на севере их там вот так вот плашмя он лежит. А здесь печально с ним очень. Малыши попадались, но прям трофея не было еще палтусевского. Так, ну что, готовы?
103 лайка. Спасибо за лайки, друзья. Пишите коммент, что делаем. Может, поверху побросаем этого, форельку поищем. Как раз вот такой типа каменистый участок дна с водорослями. Она здесь должна по-любому шариться. Рыбу не перерезаешь? Да, иногда. Иногда. Вообще типа надо, она так мясо получше будет, чем обескровить ее когда. Но я если начну ее сейчас тут перерезать, у меня тут все в кровяке будет. Поэтому она все равно сейчас недолго полежит и домой пойдет разделываться. Это для длительных транспортировок так намного лучше. А так, если ты по месту, у меня тут домой 2 минуты и все. От того, что она тут пару часов полежит, я думаю, ничего с ней не будет. Зубатка у вас есть? Говорят, есть, типа ловили, но я пока дроном искал в 2 местах, не видел. Ну, типа, мужик рассказывал, мы там когда-то поймали зубатку. Ну, прям, чтобы массово было. Но, опять же, это вот палтус, зубатка, такие виды. Это север. На севере их валом просто. А здесь почему-то, не знаю, из-за воды, наверное, теплая вода сильно для них. Здесь с этим проблематично. Сергей, привет. Маломушка. Зубатка везде есть, где есть фьорд, море. Возможно. На эхолоте зачесть форель можно. Там есть кто? Боковые засветы. Не, нету. На этом нету у меня. На этом у меня нету. «105 зрителей, 103 лайка». Это что, реально 2 человека там сидят, тут на жабе лайк поставить? А ну-ка, скажите. Кто лайк не поставил? Кто Филипп Киркоров? Или Борька Моисеев? Кому жалко лайк жмякнуть, а? Признавайтесь, тихушники. Вот лайк не ставить, я вам не буду на ваши сообщения отвечать. Нормальные пацаны, он сразу зашли, влепили по лайку и смотрят спокойно себя. Да, пацаны? Они знают, что будет рыбалка, будет рыба, будет интересно. Снова туча черная идет. А на море качка. Слушай, ну интересный причал. У меня же есть палатка, куб. Тут, в принципе, заночевать можно. Как вам контент будет? Заночевал в палатке среди фьорда, а? Залетит? Смотрите. Приехать сюда лодочкой. Вот, пришвартовался себе. И вот на эту платформу поставил себе палатку. И сиди и наблюдаю вот такой вот видон, а? Ну шикардос же. Как вы думаете? Я думаю... Опа, одна пошла гулять. Чё она пошла гулять? Кто я разрешал? Кто тебе разрешал? Тра-та-та-та-та-та. Прам-пам-пам-пам. Офигеть, как течение сносит блесну. Забросил так, а шнур уже фиг знаде. 18 грамм уносит рыбу. Что за рыба? Где? Это сайдун, а это трескуны кулинарные. На борьку и карась клевать не будет. На кого? На какую борьку? На борьку и карась клевать не будет. На какую борьку? Вот вес может половить, попробуй под лодкой.
Там могу попробовать? Так ты в Норвегии? Ну да. По-моему, эфир называется «Рыбалка в Норвегии» или нет. Так, Михаил Тикусер. Ты вообще понял, что ты написал, не? Михаил Тикусер. Я просто культурный человек. Я бы тебе ответил бы на твой комментарий. Блять, кого тут только не увидишь. Это чей причал? Я не знаю. Я не знаю, кому. По-моему, тут норвег этот крутился, который сетки ставит постоянно. Плавающий причал. Ну, интересная тема. Таш его можно отцепить и перетянуть в любую точку, на якорь поставить. Может, с ними поговорить реально. Тут есть место у меня, где на 20, на 18 метрах камбалы. Так, одна на одной. Их очень много. И вот поставить там причальчик и прям с него лупашить. Ну, удобно будет. Взял в лодку пару стулочек, столик. Мангал даже у меня есть переносной, маленький такой, с нержавейки. Вот стал себе среди фьорда на причале, ловишь рыбу, жаришь мясо. Та, ух ты, ё-моё, профукал. Давай, догоняй. Представьте, был контакт. Причал супер. Любишь печень трески. Любишь, не любишь, а надо кушать. Омега. На бутербродик печень в собственном соку делаешь. Могу рассказать рецепт, если кому интересно, пишите комментарии. Расскажу, повторюсь рецепт. Максим тоже рассказывал, но я дополнить могу прям в изобилии. Как правильно сделать печень трески. Ну, не только трески, я миксую, допустим, могу печень люра взять, печень ланге, там, и печень трески. Это все миксануть, и получается бомбическая тема. Потом у 30-ок берешь на бутербродик раз, и чайную ложечку жирка оттуда с баночки, так раз, омега-3. И полон силы, энергии и бодрости. Для здоровья то, что нужно. Все бросаю и бегу. Куда? Максим, куда ты собрался? Да не надо сюда ехать. Ты что, прекращай. Сейчас снова приедешь, тут всю рыбу выловишь. Ты видишь, только пошло. Да я еще не начинал серьезный арсенал заряжать. Кстати, у меня тут силикон есть огромный. Может его побросать? Представьте, лупанет какой-то монстр. Опа, сюда. Может какой-то монстр лупанет. Я говорю, сюда. Ты будешь мне вот это вот выконывать, не исполняя, я тебе говорю. Мы ваши тычочки вот эти вот, как будто я не передам, как будто кто это. Как будто вот такой окунек на зимней рыбалке, кто ловил, так тык, еле-еле. Всекаешь, и там рыба. Наверное, тоже бородой хотела попробовать, что это за железяка. Но я ж повторюсь, если у вас палки дубовые, дрынки, то такого кайфа от рыбалки вы не получите, и результативности у вас тоже не будет. Потому что вы должны контролировать, я же говорю, вплоть до того, что я когда веду, в травинку попадает приманка, бьется, я этот, тычочек слышу. Так, но эту трескушку тоже отпустим. Или ты сама отпустись, а? Неудобно брать их. Так, это мы сколько? Мы одно отпустили только? А ну, расскажите. Да тихо ты, хватит. Оп. Сейчас мы эту малышку тоже поцелуем и отпустим. Смотрите, какая. Чудо-трескун. Ну, захавал этот жадно. Только поцарапал этот мне. Блеснул.
Негодяй. Ка. Да, я тебя аккуратно отцеплю. А где мои эти? Как их зовут? Они дома, наверное. Кусачки, которыми... Оп. Все, жить будешь. Короче, вот такой вот. Это она вам машет хвостом. Дедушку, бабушку позови. Глистанулся, я пошел. Фу. Так, это 2 отпустили, 3, 4, 5, 6 рыб есть. Продолжаем игру. Можем вот такой силикон побросать, смотрите. Это уже серьезная заявка на победу. С вот такой катушкой, как вам? Как вам такой комплект? Пишите комменты. Будем мы этот бросать или зарядим другой? Вернее, продолжим. Вот это вот. Тран-тан-тан-тан. Тран-тан-тан-тан. Тараран. Тран-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Что такое ва на шапке? Откуда я знаю? Вася, наверное. Оп, наконец я рыбу увидел. А когда ты ее не видел? У нас постоянно. Ванковер. Не знаю. А к вам подводные охотники приезжают? Я их не пускаю сюда. Кидай блесна. Кого? Артем Анатольевич молодец. Красавчик. Кидай большой силикон. Ага. А как же контент? А на него поклевок не будет. Или одна будет мощная, и все. Или хватит этого контента для зрителей, как вы думаете? Блин, прикольный причал у него. Молодец, мужик, а. Тут реально, если... А, ну он зимой же его куда-то убирает, походу. Потому что шторма... Зимой приехал, палатку поставил. Ну, кайф, просто кайф. Че самому сделать себе такой причал. На бочках. И тут можно рыбачить человек 7 смело. Этот открывать, как его? Клуб любителей рыбалки. Среди фьорда. Плохо, что до точки хековой. Так, рыба будет через 3, 2, 1, 0. Спуск. Сюда. Заходим. Это, наверное, петушара. А не. Трескунчик небольшой. А чего подводников не пускаешь? Ну так они рыбу выбивают. Они ж стреляют. Мы на нее охотимся. Они стреляют в нее. Я видел, пару раз были подводники, но они не на охоте, а просто поныряли, короче, там дно посмотрели и все. А не, еще один трескунчик. Здравствуй. Здравствуй, малыш. Это у нас раз. Так. Вот он. Еще один микроскоп. Это тот, который через 3, 2, 1 был. Что ты такая? Ну это я просек прям костяшку, гля. Давай, дедушку с бабушкой позвала, бегом. Пошла. Фу. Ну пошла она, конечно, красиво. Так, итого. Сколько мы рыб отпустили? 2? 3? Я сбился. 2, 3, да? Это 7-я рыба, по-моему. А ну, пишите коммент. Надо 20 рыб, да, поймать? И видео назвать 20 рыб в прямом эфире.
До скольки грамм палка? 6,32. Народ заходит и выходит, рыбу ловить надо. В смысле рыбу ловить? А мы что делаем? Так они же не всю подряд стреляют. А ты знаешь, я смотрел много видео, есть там на север приезжают и стреляют, да? А они таких люрчиков небольших стреляют, таких трескунов, ну типа рыба через 3, 2, 1, оп, есть. Вот. Они таких рыб стреляют, что, ну блин, жалко, реально жалко. Просто ты понимаешь, что на спиннинг ты таких ловишь вообще с легкостью и неоднократно. Я не знаю, почему они стреляют. Я думаю, если подводник, то он должен трофеи выбирать какие-то там, знаешь, интересные. Или он тоже, как мы, кулинарные ему надо, а большие не надо. Я не знаю. Для меня, если там треска на 10, допустим, на 12, и вот такая треска кулинарная, мне лучше вот такую. Она вкуснее, моложе. Может и у них так, не знаю. Пока не подводники. Подводник не подводник. Ха-ха, отпускай. 33 надо. Сколько можно рыбы брать с собой? Кому, куда с собой? Я же говорил петушара. Или это я перед тем говорил петушара? Петушара, 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 тарарара. Тра-та-тара, таратара. Петушара, петушара. Видели, какой петушинский? Ах, да петушинский. Покажись. Колючку открой, покажи людям колючку. Давай, давай, открывай колючку свою. Ну вот, еще. Да открой колючку, я тебе говорю. Непослушный какой. Сейчас не отпущу, если не откроешь. О, открыл, молодец. Молодец, смотрите какой. Колючку показал вам, все, можем отпускать. Серая тригла называется. Очень вкусная рыба. У него тут колючечки есть. На копчение вообще бомба. И он еще хрюкает, когда его берем. Делает. Ты можешь порычать сейчас в этот микрофон? Или не очень? Короче, вот такой вот петушинский был. Пошел. Так, это какая рыба была у нас? Я сбиваюсь, короче. Это скорее от жадности, что денег на поездку потратила, думаю, только трофеев берут. Ну, не знаю, возможно. Расскажи про шипы. Шипы там классные у него. На жабрах пару штук и сверху. Ну, колется, ну так может печь немножко. Ну, Максим рассказывал, слизью типа мажешь, помогает. Но не смертельная рыба. Какой улов можно брать? Я же говорю, Сергей, кому? Если ты вывести хочешь из страны, да? Вот, то есть приехал там с Германии, неважно откуда, в Норвегию приехал как турист, порыбачил и поехал домой с рыбой. Если ты в этом контексте, то нельзя, как обычному туристу, тебе вообще ничего вывозить. Если ты был на какой-то зарегистрированной базе рыболовной, вот у нас есть отель здесь, где людей заселяют, там выписывают тебе документик, что ты был на рыболовной базе, поймал рыбу и везешь ее домой. Тогда ты на таможне можешь смело ехать 15 килограмм филе везти с собой. Все. А так в Норвегии, если я ловлю, я могу сейчас хоть 200 килограмм наловить и нести ее домой. Я же ее не вывожу с страны, типа здесь можно. Понимаешь? Как-то так. Мне кто-то напишет, сколько было рыбы всего. Сколько всего было рыбы? 115 лайков. Кто лайки не ставит? Что за жмоты там, а? Выходите туда с эфира.
толку от вас? Комменты не пишите, лайки не ставите. Ничего ж вас не просишь. Как эти вон там в эфирах попрошайки. Задонатьте, поддонатьте, скиньте денег на бензин, там еще куда-то. Лайк поставил и все, больше ничего не надо. На 116. Молодец, какой-то добрый человек лайк поставил. 119. Спасибо. 8 рыб. 8 рыб. Раз, два, три, 4. И 4 отпустили. Так? 4-4 счет? Да. Понял. Лайк и подписка есть. Не выйду. Спасибо, Вова. Ну ты что, мы тебя-то знаем. Ты ж всегда говоришь, Артем Анатольевич молодец. Даже когда Артем Анатольевич не молодец, ты все равно говоришь, Артем Молотолевич. Артем Анатольевич молодец. Потому что ты знаешь, что не ловится, а потом бах, все равно трофейчик прилетел. Что-то интересненькое произошло. Стараемся. Я думаю, поверху попробовать побросать. Сейчас может форелька. Опа. 3, 2, 1. Сюда. Сюда, я тебе говорю. Ты чё? Ты чё, о? Давай, заходим. 9-ю. Давай 9-ю сюда. Как пацаны ловят рыбу. Показать им надо. То не рассказывают. Есть один там пацан очень классный. Я, можно сказать, свою карьеру рыбака начал благодаря нему. Там один ютубер, но я не буду говорить кто и как. В общем, начал я его видосы смотреть, и там пацан больной на голову с детства со спиннингом с этим. Вот. И, короче, я смотрел у него, как он ловит щуку, судаков, набирался опыта, и потом сам уже начал этим всем заниматься, да. Еще что-то. И вот он правильно говорит. У него там есть видео очень интересное. Он говорит, спортсмен, да, рыбак, который профессионал, вот, который натренированный, знает точки, годами это все это. Ну, то есть, вообще суперовый пацик, который умеет ловить рыбу, да, регулярно, активно, знает, где она, когда, в какое время. И вот он сказал интересную вещь, что этот человек может нанести урон рыбе больше, чем всякие сеточники и т.д. и т.п. То есть сетку поставил, это понятно, там рыба зашла, нет. Ну, то есть много факторов. Но когда человек обладает информацией, в какое время, где рыба, ну, то есть он больной вообще, он знает, что он накормится там в 8 утра на такой-то точке, он приезжает, делает там 20 забросов и эту стаю 20 рыб вылавливает. То есть это легко. Реально спортсмены, которые шарят в этом, они могут так делать. То есть он, к чему я говорю, очень много урона может наносить просто обычный пацан со спиннингом рыбе. Конечно, сетки тралы это одно, но в море тут урон не нанесешь такой. Я за наши там озера, реки говорю. Вот если чувак шарит где, это очень сильно. А когда у них еще вот эти все приборы, паноптик, шманоптик, навел на рыбу, так посмотрел, а это мелкая, это тоже, этот, о, плывет десятка, по клетке смотрят метр, метровая рыба, ей кидают, клацают, вытаскивают. То есть как-то так. Забираем. Раз, два, три, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Забираем трескуна. На-на-ни-на-ни-на-на. Девять, 10. Хватит? Или еще парочку? 15. Все, усыпили. Вот он, кулинарный. Самый вкусный кулинарный трескун. Кладем. Вот, видите, они у нас все стандартно кулинарные. Вот. Продолжаем игру. На-на-на. А где спиннинг? На-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на. На-на-на.
Так, что там пишет? Какая глубина? Где я бросаю? Примерно 12 метров. 29 крон и прыжок в воду. Лучший донат и контент. Согласен. Привет из Сибири. И вам привет. Глубина 10+, да. Кто? Где кто? Спортсмены — это те, кто в соревнованиях участвует. Да. Это амазонка. 9 рыб. Отлично. Ну что там? Александр Алекс. Кому? Александр, кому платят? Тебе? Крову трески сразу надо спускать. Ну, вообще желательно, да. Давай силикон закинем пару раз. Да, сейчас попробуем. Привет, як до тебе попасти. Зайди в описание канала, посмотри, там есть ссылки на мои социальные сети. Facebook, Instagram, там, то есть туда напиши в личное сообщение, созвонимся или спишемся, обговорим. Что, когда, куда, как, зачем, почему. Это пока, я же говорю, это для меня сейчас такая детская развлекательная рыбалка. Это просто контент для вас в прямом эфире. А на глубину 100 метров ехать и фигачить там рыбу сейчас вообще нет желания. Такую здоровую. Мы тогда, кстати, проводили эфир с этим Симсом, да. Под 100 тысяч просмотров сразу было в эфире. Это просто шок был. Тогда ветер, волна была, а мы метровых оформляем рыб. И хеки, лангуны были, и кого там только не было. На 90, на 100 метрах ловили, на 105. А здесь так играемся вот это вот на 10-12 метрах. Преподаем, так сказать, мастер-класс. Куплен кто? Катер мой. Давно тебя смотрю, ты в Норвегию уехал надолго. Не знаю. Но там, где я жил, там выжженная земля, там нету ни одной коробочки, ни одного домика, ни одного окошка. Ну, то есть, жить там негде. Поэтому даже не знаю. С удовольствием бы, если бы все назад вернуть, и вообще с удовольствием жил бы себе спокойно, кайфовал бы. А так, имеем, что имеем. Сколько сейчас пособия тебе платят от НАВ? А с чего ты взял, что мне платят пособие какое-то? Александр. Я тоже через неделю буду там контент снимать. Супер. Да где он работает? На Нави сидит на посвях. Что ты за Александр, блядь? Ты кто такой, эй? Чебурек. Откуда ты взялся? Отзовись. Раскройся. Кто ты? Хоть посмотреть на тебя. А то сидят там как мышаки какие-то. Если блещешь чешуей, так блесни нормально уже. Что ты там? Где он? Три, два, один, рыба. Оп, сюда. Иди прими таблеток. Алекс, это тебе. Где этот? Где он? Где он есть этот? Александр. Где ты, Александр?
Привет, соберусь в Норвегию. Подскажи, пожалуйста, где лучшая рыбалка для новичков? Привет. Ну, я не знаю где. Везде хорошая рыбалка. Но если ты только смотришь мои первые видео, то зайди на YouTube канал и посмотри, изучи рыбалку. Там у нас есть тоже блогеры всякие разные тут. И посмотри, где рыбалка хорошая. И тогда поймешь. А вообще, ну, как правильно сказать, нужно уметь рыбу ловить, знать много чего. А так с берега, в принципе, везде будет ловиться. Приедешь, и скумбрия будет, и много чего интересного. Так что как-то так. Какая рыба? 10-я? Сегодня будем паковать трескунов. Стой. Ой, это уже красивенькая, такая полукрабовая. Смотрите, какой раскрас у нее. Пойдет трескушка. Это та, которая через 3, 2, 1 была. Одинарный крючочек, видите, всаживаю. Вообще бомба. Зубы у нее, смотрите, мелкие-мелкие такие. Ух ты какая, а. Кушать захотела. Кулинарная. Филешек наготовим, отправим. Так. Раз, два, три, четыре, 5, 6. И 4 отпустили, да? 10 штук. Три, два, 1. Так, 3, 2, 1 это после первого удара. Это не удар, а такой микро-микро прижимчик. Просто в натяжечку еле-еле начинает идти оснастка. И чувствую, что блесна немножко игру сбивает. Ну, то есть на хорошую палку ты это ощутишь 100%. И ты понимаешь, что она уже начинает преследовать. Игра блесны меняется. Ну, то есть я когда веду, я даже чувствую, как она вот подыгрывает немножко блесна. И вот я замечаю, как она вот немножко колебания другие начинаются, я уже понимаю, что за ней уже рыба идет. Она даже когда просто, получается, ты блесну ведешь, да, проводка у нее размашистая, если рыба сзади подходит, она эту, как сказать, ну, шлейф этот минимизирует. Уже сопротивление совсем другое у приманки. Ты понимаешь, что за ней уже рыба идет. Ну, это надо быть больным, короче. Я не знаю, как это передать. Она еще не взяла приманку, но ты понимаешь, что она уже идет за ней. Это года тренировок, я же говорю. И... Ах ты, блин. Спасибо большое, спасибо. И шур дальше. Александр, иди, пожалуйста, ну, сам уйди, пожалуйста, с чата, бо я тебя в натуре дурака сейчас забаню и расскажу тебе много интересного про тебя. Иди, нахер ты сюда зашел рассказывать что-то. Мы о рыбалке общаемся. Ну, не пиши хрень. Если смотришь, смотри нормально. Если не смотришь, либо сам иди, либо я тебя сейчас отправлю и расскажу тебе много нового о тебе, интересного. Понял? А нет, сейчас он тебе, пацаны, тоже напишут. Так. Так, пробовала холотом форель. Смотри, форель, она в основном на метре стоит глубины. 80-60 сантиметров, метр. Ну, то есть у нас она здесь на меляках стоит. Либо среди фьорда. Вот я самую большую форель ловил 8700. Это было посередине фьорда. Глубина 105 метров, она на метре стояла. Может 80 сантиметров. Понимаешь? То есть ее найти эхолотом это нереально. Ты только подъезжаешь мотором, все, она вся разошлась. И какой луч у эхолота на метре будет? Никакого. Ты даже не увидишь там ничего.
Тем более у нее ж нету таких стай, как скумбрия там или сайда та же. Прям сотнями плавает. Поэтому форели и эхолот это вообще это сказка какая-то. Ее нужно искать самому. Выходи утром, вечером на берег и смотри, просто всматривайся, сиди часами, смотри, где она плюхается, в какое время, записывай. Потом выезжай на рыбалку с берега и лупась эту форель легко. Будешь знать, допустим, вот вчера в 7 утра было, там позавчера там в 6:40 была вот в этом пятаке. Там вечером она в этом пятаке, допустим, в 9 вечера была. Записываешь 2-3 дня и потом просто ходишь в такое время, бросаешь. Там долго не надо. На выходы будешь попадать буквально 30, 40, 50, до 100 забросов сделал. Ах ты! До 100 забросов сделал и все. Так что не заморачивайся с эхолотом для форели. 3, 2, 1, 0. Спуск. Ах, ты шо, второй раз. Ну что, третий будет? Фрикцион попущенный. Представляешь? Две поклевки профукал, пока рассказывал. Запрещенная рыба есть. Ну да, какая-то там есть. Ну, допустим, морская щука ланге, мольва. Только голубая мольва, ее там брать нельзя. Ну, короче, видов, в принципе, много. Ну, где мы рыбачим, можно ловить. Либо там запрет на палтуса, еще на кого-то. Нерестовые запреты. Запреты там на этот, скажи. На форель, на ловлю там около ручьев, рек, устья рек, впадающие там. То есть много разных. А так основная рыба, вот, треска, сайда, там, мерланги, люры, морская щука, мольва, хеки. Короче, много разных. Морской налим, брошь этот. Сколько эта хорошая палка стоит? Ох, ну я ее по скидке брал. Я думаю, сейчас она где-то примерно в районе 350 евро плюс-минус стоит. Я ее брал по скидке. По-моему, где-то за 270 евро брал или 250. Я уже не помню. Ух ты, ё-моё, что ты будешь делать? 3, 2, 1, давай, добирай. Гля. Да ты что, а? Опа, есть. Ты смотри, сколько она подбивала, а? Вот так вот нужно с ней играться. Каждый тычочек, когда чувствуешь, тогда кайф. Кем ты работаешь в Норвегии? Клининг, переезды. Такая. Клининг компании, короче. Часто люди дома продают, еще что-то переезжают. И ездишь там, помогаешь. Уборка, переезд, заселение. Короче, всякие такие. Опа, гля. Оп, трескун еще один. Фух, я их уже устал собирать, а. Да, рыба вся вкусная, правильно. Форель мелкая рыба, но не знаю, чего она мелкая. Что, совсем не ловится? Он на эту блесну уже вторую неделю ловит. Да не на эту, Людвиг, блин. У меня другая есть. Це дичика, ни хрена не понял. Треска ему невкусно.
Сладше сахара не кушал. Вот тут рассказывают, вкусно, что нет. Да нет, треска вкусная рыба. Все нужно уметь готовить. Вся рыба, она вкусная по-своему. Все правильно говорят. Нужно уметь, как ты ее чувствовал в этот раз. Ощущал прям. Ты временный поломойщик на 40%. Да. Александр, чем ты больше комментариев пишешь, тем лучше. Но лучше бы ты чепуха обозначилась, чтобы я тебя хоть знал. Вот, забань этого клоуна, это уже давно пора. Вытаскивай уже, да пусть погуляет. Вот, Александр, треска говно. Вот видишь, даже у тебя слова, вот, говно это то, что у тебя внутри просто, понял? Вот с чего ты состоишь, вот это все в тебе, понимаешь? Твое вот это негативное. Ты его людям рассказываешь, выплескиваешь, а толку нету. Ты в этом пропитан, не люди, понимаешь? Так что сейчас ты чепуха полетишь в бан. Чтоб ты не разговаривал. Ты ж просто не можешь обозначиться, кто ты, что ты. Вы ж там диванные, рассказываете еще что-то. Если бы ты чепуха была рядышком, я бы тебе сделал бы одно физическое замечание. И все, ты так бы не разговаривал 100%. Короче, вот эту трескушку отпустим. Давай, бабушку с дедушкой позвала. Пошла. Так, где эта чепуха? Чепуха улетает в бан. Будет копошиться в своем гамне. Где он? Забань того несчастного. Где он есть? Вот этот Александр Алекс, да? Правильно? Вот это он. Ну, сейчас я еще посмотрю, где он тут писал. Где это чепуха? Шалопутная. Да где ты есть, а? Еще попробуй найди его. Да, вот это он. Назначить модератором его, наверное, да? Сейчас мы тебя найдем. Пиши быстрее, пока я тебя еще... Пока место еще тут. Заблокировать. До свидания. До свидания, чепуха. До свидания. Ой, тут какая-то трясочка обкакалась. Надо ее помыть срочно. Это она услышала, что этот чебурек говорит. И решила, короче, немного обгадить нас. Так, 5 трескунов. Короче, сейчас будем руки мыть. Не крякай. Да блин, ну что ты падаешь? И продолжаем игру. Оп, все, лежи тут. Людвиг там говорил силикон большой забросить пару раз. Давай попробуем. Я вспомнил. Ну, катушка сейчас будет тарахтеть, капец. Смотри какой. Сейчас полтусяка как лупанет. Катушка будет сокотеть. Ух. Пошел. Ты что, таким силиконом убить можно? Только меня не перепутай. Да, сегодня шелом форель, треску. Да вот же ж треска, сайдухи. Все лежит, вроде ж все видно. Форели не было. Да ты знаешь, я там побросал вот это на форель. Ну сколько я там, 10-15 забросов. Сколько я там сделал поверху. Не упирался так в нее. У вас же ж нету терпения смотреть на форель. Я ее называю, это рыба 1000 забросов.
Пока 1000 не сделаешь, не поймаешь. Только если знаешь выходы и моменты. Ну, в эфире это не про форель, я думаю. Это здоровый не хочет есть. Думаю, уже пора в корыто. Жарите, варите, сушите. Ох ты, блин. Что с треской делаете? Ну, по-разному. Котлетки вкусные. Печень трески обалденная. А так жареная, она, ну, в принципе, она в любом хорошем виде. Заливное с трески. То есть все от фантазии зависит. А эту я не себе, это я пораздаю. Посылку отправлю родным. Филешек наделаем. У меня рыбы хватает в холодильнике. А что сейчас эхолот показывает? Да я не знаю, я не смотрю в него. Кольский, привет тебе тоже. Я не смотрю, он же там у меня впереди. Могу посмотреть. Но я думаю, он показывает 9 метров глубины и не знаю, что он еще там может показывать. Он же бьет лучом. Эхолот это ж, ну... Да если боковое сканирование, там, смотреть там в бок, тогда да. А так он лучом, углом бьет здесь, ну, радиус, я не знаю, метров 5-7 вокруг лодки он, наверное, бьет сейчас. Смысл мне в него смотреть. Если я и так знаю, что здесь есть рыба, и нужно правильно просто с ней обращаться. Капец, он шумит, а? Сейчас еще один заброс. Да ты что, ну глянь, силикон. Я забыл, сколько в нем грамм. То ли 280. Ну, короче, много. После той палки берешь эту, это дрючок. Так, что там у нас? Говоришь, это китайская нитка X13 пойдет, да? X16 она называется. Такая черная коробка и X такой цветной какой-то на ней. X16, да. Я взял, вот, ловлю ней вообще класс. Ну, цвет поменяла уже, конечно. Ну, сколько я не уже рыбачу, вообще супер. Ну, не вижу смысла покупать нитку, которая в 3-4 раза дороже будет, а функции практически те же самые. Ну, то есть... Заливное на сливках класс. А я, кстати, не пробовал заливное на... А что можно заказать у вас филе в России свежей рыбы? Ну, конечно, нет. Мы ж не магазин. Так, все, на вот это не будем ловить. Людвиг, миссию твою выполнил, хорош. Начинаем игру. Ты специально сбиваешь? Смотрите, кстати, что у меня есть. Кто угадает, что это такое? Напишите коммент. Вот. Ну, просто я если покажу прям катушку-катушку, вы сразу прочитаете, что. А я вот так покажу. Вот. Что это такое? Кто угадает? Я потом расскажу. Классная штука. Это Санечек купил и привез. Оп. Так, и сколько у нас там рыб было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 4 или 5 мы отпустили, да?
На тему, нитку на тему брал. Сом есть? Нету сома. Плавучий шнур. Не знаю. А где Максим подився? Дома, наверное. Он же ж отдыхает. 3, 2, 1, 0. Спуск. Сюда. Сюда, я говорю. Ух ты. Ты смотри, а. Работает, да? Может, канал надо было назвать Тёма 3, 2, 1, пуск. Вы видели хоть раз, чтобы кто-то так рыбу ловил, как я? Нет. И не увидите. Потому что это надо быть немножко больным рыбаком, чтобы так ловить. 3, 2, 1 пуск, там через 3, 2, 1 поклевка. Это хорошо. Я сам, как будто я рыба там плыву за приманкой и понимаю, что она будет делать и когда кушать. И когда ее правильно подсечь. Так, это сколько рыб у нас, а ну напишите. Вот, тоже отпустим. Кулинарная тоже, но отпустим. Пусть поболтается, может сама отпустится пока. Спасибо, Тёма, блесна рыба. Я на тебя, глядя, тоже таких набрал. Не знаю. А 3, 2, 1 ты выучил, Людвиг? Плетенка. Акула скандинавская попадала. Заранее клев почувствовал. Так я всегда так. На сети не ловите, можно ли у вас на них ловить? Ну, конечно, не ловим. Зачем? Я и без сетей, вон, смотри, вот пару часов у меня уже вот много килограмм рыбы. А если сетями, что с ней делать? Да и азарта нету, я же говорю, вообще нету. Ну, смысл? Я не понимаю. Оп! Вот такой еще один трескун. Так, это какой по счету? Напишите. О! Ты шо? Прыгнула, а? Она еще прыгает. Гляньте какой. Трескуневский. Через 3, 2, 1, 0 пуск. Ты только давай не это. Не обкакивай нас. Короче, вот такой трескунчик еще один. Да не ломай себе голову, сейчас отпустим. Вот. Дедушку с бабушкой позови. Пошла. Она говорит, поняла. Шнур, шнур, шнур. А что за шнур, непонятно. Дождь валит, короче. Пошел. Сейчас можно в толще воды трофейчиков поискать. Плавучий шнур. Не плавучий шнур. И что? 99 штук. Что 99? Да не 2. Не 2. Там 2 в ней навряд ли и далеко до 2 ей. Так что за шнур? Споймал 99 штук. А что 99? Ну блин, вот снова прикалываетесь. Я помню, было 9, потом 10-й петух был, потом 11, 12 и 13 треска. 13 было всего. Раз, два, три, 4, 5, 6. И 6, получается, или 7 отпустили. Литкор почти. Что за фигня катушку, которую показывал? Короче, вот он на катушке, это кевларовый шнур. Именно из кевлара. Настоящий кевларовый шнур. Миллиметр. 1,2 миллиметра или 1,4 миллиметра толщина. Это я его покупал. На него крючки вязал, одинарные крючки. 2 штуки, как ассист. Вот. И ловил на 90 на 100 метрах глубины метровых рыб, чтобы они не перекусывали этот поводок.
Ну, нормально было. Вон, посмотрите видео, там секреты подсечки от Санька, там на заставке написано, как мы таскали этих рыб. В общем, прикольная тема получилась. С кевларового шнурка, свобода движения, короче, у крючковой, у приманки получается. Ну и плюс она не перекусит так просто. Дождь валит, короче, а мы... Так что, кто точное количество рыбы напишет в пойманной? 2, 3. Короче, 6 штук мы. Сейчас вот 2 подряд выпустили. Уже 7-8. Еще одну перед этим. Потом петух был, это 9, 10, 11. И перед этим 4, по-моему. Короче, напишите, кому не сложно. Щитовод 1 вызывает щитовода 2. Нам же до 20 нужно дотянуть. 23 в прямом эфире. Палтуса не важко, то что он не особо здоровый был. А лодка твоя или аренда? Да ты ж долго уже, 5 раз отвечал, моя. Ты ж долго в эфире уже. Короче, сейчас форель как лупанем. С форелью 3-2-1 не прокатывает. С форелью скоростная проводка и только бах и есть. Только так. Место, где выжженная, Купянск. Самый большой трофей сколько брал? Да у нас их много. Но самый большой 35. Потом идут 22. 26. 24 500, 22, 18. Ну и много там пятнашек, двенашек, десяток. Там их очень много. Зайди в в шортс, в ленту шортс, сейчас посмотри на канале. И заодно подпишись. И там увидишь, я там рыбу за рыбой показываю. Так вот, они в мой рост выше, короче, 1,80 м длиной, 2 метра, 1,70 м. Ну, то есть разные рыбы, 1,60 м. И я всех трофеев вот так показывал, один за одним. Видишь, форель поймать это тебе не так все и просто. Но ее может здесь и не быть сейчас. А может и быть. Так, что там у нас еще? Как рыба называется? Вот это трескуны 5 штук, а этот сайдун. Сайда. Игорь, привет. Да. Утка полетела, смотрите какая.
Сейчас еще пару раз на форельку бросим. Если нет, будем заглубляться и дальше бомбить этих трескунов. Все, я пошел. Пока. Встретимся на речке, называется. А меня не видно? Прикольно, тут такая еще лестница в воду выходит с нержавейки, с этого причала. Короче, купаться можно, вылазить можно на него. Молодцы, придумали. А внизу рама сделана из алюминия, видать. И внутри пенопластовые блоки такие. 1,20 м где-то длиной. И квадрат такой вокруг. Где-то 70 на 70 сантиметров. Короче, прямоугольник здоровый такой. И много их здесь, этих пенопластов, засунуто в клетку. В раму, в клетку. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас батарейки осталось сегодня. 44%. Ну, еще пару часов где-то. Все, попадала вся рыба. Это ё-моё, а. Вылаживал тебя, вылаживал. Взял и попадала. Давай сюда. 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 О, все, лежите тут. Ну что, начинаем ловить. Сейчас я планшет вытру. Только чем его вытереть, а? Дождем заливает капельками. И не видно, что вы там пишете мне. О, так, что тут есть? Где ты ищешь форель? Глубина или дно? В смысле? Та форель всегда поверху ходит. А если это дно, то в том месте, где ты ее ловишь, там метр глубины должен быть. Кроме трески, как поймать что-то еще? Ну как, бросать и кидать. Во-первых, место. Это называется целенаправленная ловля рыбы. Если ты хочешь ловить треску, ты едешь в то место, должен обладать информацией, знаниями, где обитает треска. Чтобы подошел тип дна, глубина, рельеф и все остальные моменты. И ты едешь ловить треску. Если ты треску не хочешь ловить, а хочешь там, допустим, люра ловить того же, едешь там, где он обитает. Под скалы, под обрывы, под каменное дно, можно сказать. Скалистое дно. Там будет люр в основном ловиться. Сайду хочешь, едешь на проливы, где течение. То есть каждая рыба привязана к дну, к рельефу, и, ну, к местам, к глубине. Поэтому нужно понимать, что ты хочешь. Так же точно, как вот камбалу, да, если человек хочет камбалу поймать, он идет на дно, забрасывает где песочек и ловит ее, допустим, на донку. Целенаправленно идет на камбалу, на глубину, на дно, на доночку, на креветку. Он же не будет ее на поплавок ловить на 2 метрах глубины, допустим. А вот форель, допустим, можно поймать на поплавок на 2 метрах глубины, на метре глубины, на креветку, на дальний заброс. То есть вариантов масса. Вот сюда ночью люр выходит кормиться. Здоровый такой. Еще больше, чем вот этот. Это сайда. Вот он выходит на меляк тоже кормиться.
Где она, где она? Где она, в какой стране? Возьми, поверни телефон и стой себе там. Да я люблю. Я люблю в лодке. Классный прудик у вас. Спасибо. Привет, Евгений. Ты отошел, лодку наклонил на себя и все. Ага, Василий. Чтоб ты спросил, Василий. То есть сегодня будет только треска? Ну что, вот это вот не треска. Вот смотрите какой. Это дельфинчик. Блин, просто не хочу, чтобы эта рыба упала. Ну постараюсь как-то так показать. О, смотрите какой. Это метровый дельфинчик. Сайдун. Вот такой вот. Пойдет? А это уже трескуны. Петух был сегодня, отпустили. Треска, сайда, петух. 3 вида рыбы сегодня уже было. А что, нужно какую-то другую рыбу? Я могу бросать на форель, но это будет сотни забросов без поклевки. Сейчас форель поймает. Людвиг, если я буду бросать поверху и быстро крутить, то вероятность есть, что я поймаю форель. А если я буду заглублять приманку и делать свой козырный 1, 2, 3 поклевка, тогда форели не будет. Я ж не в том горизонте глубины сейчас ловлю, чтобы форель. Я могу побросать несколько раз на форель, чисто еще попробовать. Но не факт, что она будет. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Италия в корсете. Встретил я Марусю в розовых чулочках. О, уже норвеги с меня орут там, походу. Тут вот дачи у людей сразу за спиной, они там шарятся. Что-то уже притихло она. Да то не я, привет. Где так красиво? Привет, это Норвегия. Надо приманку менять. Зачем? Хотя бы цвет. Я такой большой сайду не видел никогда. Ну, конечно. Ты зайди на канал, я же говорю, ты там не только сайду не видел, там такие рыбы есть. Я же тебе говорю, я когда приезжаю с рыбалки, с глубоководной, да, и вытаскиваю этих рыб, которые больше меня ростом, 20 плюс, и вообще туда наберу. В Норвегии выходит, говорят, где ты ее берешь? У нас такой рыбы тут нет. Ну, вот, говорит, я живу там 40 лет, 50, я не видел ни разу, чтобы у нас такая рыба была. Ну, ловили там, говорит, десятки, двенашки, там 14-15 килограмм. Ну, чтобы 20 плюс, 30 плюс, такого, говорит, не бывает. Или там принесу этого хек. Европейская мерлуза, он же хек. Вот такие, 9, 8, 10 с икрой. Приношу, говорю, глянь, какая рыба. Он, а что это за рыба? Я ему говорю, хек, типа. Он по-норвежски лисинг называется. А поэтому по-английски хаке, по-моему, как-то так. Он говорит, да, у нас такой рыбы нету. Ну, то есть, я думал, они реально все знают и все понимают. И рыбаки на самом деле нет. Им до рыбалки очень далеко. И нету таких, как у нас, прям, если взять, да, любые страны, там, ну, там на каждого человека сколько-то найдется, ну, допустим, на 1000 человек ты там десятка-полтора, 2 человек, 3, может, десятка людей будут именно больные рыбалкой, рыбанутые, шарить во всем, ну, то есть, прям профики. А здесь нет, тут такого нету. Здесь вот село, возьми, тут 1500 людей живет.
А 2 браконьера сетки ставят, и 1 я вот это езжу рыбу ловлю. Иногда там какие-то люди выйдут так под водопад, и то пилкера опустили, и вот эти перчики красные, все. Подергали, клюнуло, не клюнуло. Если ему рыба надо, то он поехал, он либо у этого сеточника купил, либо в магазин зашел купил. Ну, то есть не заморачиваются. А у нас люди, они с детства понимают, что если не поймает рыбу, не надурит ее, домой не принесет, короче, то это все, не поест там, еще что-то. У них другая вообще политика. Я думал, они реально рыбаки там крутые, еще что-то. Не. Тут вот есть в городе один пацанчик только, который реально рыбак такой четкий. Один. И то это 60 километров от нас. В городе он продавец в магазине, я с ним общался, ездил. Вот тот больной тип. Он и в рыбацком магазине работает, и вот он летом ездил, тем летом на Мадагаскар, ловил рыбу таких огромных этих, всякие марлины, GT вот эти, ну то есть кайфовал. Пацан кайфует от рыбалки и ловит рыбу, да. А так, я же говорю, тут только мы больные рыбалкой. Так, можешь на пирс идти? Да могу, зачем? Сегодня рыбалка на славу. Спасибо. Так она всегда нормальна. На форель надо очень быстро крутить катушку. Она успевает догнать? Конечно, успевает. Не то, что быстро, а максимально даже быстро. Еще вот так с подтвичиванием постоянным поверху. Ты вот так подбрасываешь спиннинг снова. Пилкерочек вот такой. Тинь-тинь-тинь, тинь-тинь-тинь. Вот так она как раненая метается там. У форели скорость в секунду там 8 метров. Ты понимаешь? Я вот ловил сколько форелей, еще в том году, в позапрошлом. И вот так держу телефон, отпускаю форель, хочу снять, как она уходит. Это просто, ее нету, за секунду она 8-10 метров проплывает. Так это маленькая, представь. Конечно, а так она, когда ты равномерка, вот здесь Максим тоже ловил, говорит, Тёма, я вот веду приманку, она прям за приманкой до самой лодки подходит. У меня тоже такое часто было. Ты, если так монотонно, равномерно мотаешь, она ее увидела, вышла за ней и просто преследует ее. А если ты сделал сбой игры, паузу, подбросик такой, то она может на этой атаке атаковать. Очень часто такое было. Или вот так крутишь равномерно, крутишь, чувствуешь так тык, еле-еле, то сразу делаешь паузу, потом подрывчик и снова пошел. Паузу, подрывчик, снова пошел. То есть она уже преследует тебя. Ну, короче, ко всему надо Ну вот представь, рыба, форель, у нее зрение космическое. Она плывет под водой, видит, что вверху какая-то машкаринка, комар на метре глубины, она на полметра. Она видит, что он 1,5-2 метра от воды летит и преследует его, пока он не снизится, потом она разгоняется, выпрыгивает, хватает. И вот как ты думаешь, если ты медленно будешь крутить вот эту железяку, да, и она будет за ней преследовать, она просто подойдет, рассмотрит ее со всех сторон, пока ты ее тянешь, и поймет, что это далеко не рыба. Ну, то есть, и атаковать не будет. А когда ты делаешь хаотичные резкие движения, как малек типа текает, еще что-то, тогда форель уже атаковать должна. Но это личное мое наблюдение, и всех форелей я в том году ловил тоже на вот такой вот проводке. Вот такая вот скоростная, быстрая проводка, прям с поддергом. Пауза, снова пошел, снова пауза, снова поддергивание, пошел. То есть как твичингом. Но это сейчас у меня блесна стоит, она так не будет играть нормально. А вот пилкера, которые у меня, они все так работали. Сейчас я возьму пилкер один, поставлю ради эксперимента, проверим. Твичингом. Ну вот уже ржавый крючок, тут цвет Кока-Кола. Вот он, пилкерочек маленький вообще. С ржавым крючком. Вот его нужно такой проводкой делать, как я показывал, с подтвичиванием, скоростная, поверху прям. Вот ты забросил, она только приводнилась, приманка, все. Закрываешь катушку, раз-два и полетел. Не ждешь, пока она упадет, если ты именно форель хочешь. И вот такими вот скоростными продергиваниями ведешь. Паузу сделал снова.
Чем быстрее ты это будешь делать, тем лучше. Поверь, у рыбы такая скорость, что ты даже не представляешь себе. Ух, аж перекрутился пилкер. Так, что он там пишет? За мангал. Кто за мангал? Тёма, привет, как рыбалка? Привет. Вот, смотри. И сколько мы отпустили, напишите. Я не помню, сколько мы рыб поймали, но вроде как штук 7 уже отпустили, наверное. И вот еще 6 у нас. Покажи рыбу. Людвиг. Что, не видно рыбу? Нет рыбы. Ананакас по-другому учит ловить. Наверное, ты ничего не умеешь. Ну, конечно, не умею. Здравствуйте. Артем, тезка, привет. Мы находимся в Норвегии. Ананакас. Ананакас — это отдельный экземпляр. Он тоже эфиры смотрит потихо, понял? И не признается. Короче, сколько нам там рыб до 15 осталось? Давайте их поймаем. И все. Людвиг, сейчас поставлю ту блесну, которую ты говоришь, что я на нее ловлю уже 2 недели. А до этого это не та блесна была. Вот на вот эту я ловил. Вот. Вот на эту я до этого ловил. Всех трофеев. Почти тоже, но не то же самое. А вот этих всех рыб на вот эту я поймал. Видишь разницу? Разницу не видишь, но она есть. Одна более ложечная, одна прогонистая. Видишь? Разные. И игра у них разная. И тут тройник, а там одинарник. Понял? Людвиг, ты понял или не понял? Так, напишите, сколько нам рыб до 15 осталось. Пацаны, пожалуйста. То у вас спрашиваешь, а вы не отвечаете. Давайте до 15 штук добьем и поедем домой. Как фьорд называется? Лангфьорд. Шансы есть форель поймать сейчас? Если есть, то какие? Но шансы всегда есть. Вот как я скажу так. Если ты будешь дома на диване, то у тебя шансов вообще никаких не будет поймать какую-либо рыбу. А если ты встанешь с дивана и пойдешь на речку и попробуешь, то там уже шанс по-любому есть. Естественно, если ты выберешь правильное место, правильное время, правильную погоду, правильную приманку, то твои шансы вот так увеличиваются просто до космоса. И все. Поэтому шанс есть всегда. А какой шанс? Это, я же говорю, зависит от многих факторов. Ты же рыбу не можешь, так сказать, клюй. Бывает такое, приедешь, эхолот полный рыбы, опускаешь, а она просто не берет.
Там смотришь только тысяч рыб под тобой на проливах, где мы ловим, где 100 метров глубины. Она стоит от 50 до 80 метров слой, 30 метров. 30 метров слой рыбы ты кидаешь, она вообще не реагирует ни на какие приманки. Там, кажется, ты просто бы вытаскивал бы, да, приманку, зацепил бы ее хоть за пузо, и ее там тысячи. Не, бывает и такое. Не заставишь. Поэтому шанс есть всегда, нужно его использовать. Вот, например, нападение влупило. То есть, если была бы другая палка, я бы этого вообще не почувствовал. Просто на паузе остановила, она на, говорит. Ананасе ананасов, да. Как у вас погода? Да ничего, нормально. Замерз, что ли? Кто? Ну как рыбы нет? Ну нету рыбы, где? Тьома справжній рибак, скільки риби вже піймав? Я не знаю. За когда? За сегодня, типа, сколько пойму? И прикол, сейчас вам покажу. У трески окраска даже разная. Есть леопердовая, прям такая красивая. Это еще какая-то вот поднимается тоже к нам треска. Что пишет? Ты с Максимом какую-то немецкую ловил. Кого немецкую? На кого на немецкую? Понял. 5 штук. Что 5? Еще 7 надо и домой. Если то шансов в 2 раза больше. Ого, она заглотила прям. Ах. Что, сколько штук было? Давай нормально считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. И 7 или 8, или сколько мы отпустили? Что вы меня дурите постоянно? Нету того, кто нормально напишет. Тёма, отпустили столько-то. Поймали столько-то. Надо вам вот это... Блин, падает все. Да стой ты, кусайся. Будешь баловаться, не отпустим. Вот, еще одна. Короче, заглотила он самую шахту. На паузе, тройник. И как мне тебя отцепить его теперь? У меня ж плоскогубцы где-то... О, отцепил. Все, тебе повезло, треска. Бабушку с дедушкой, говорю, позовешь нам. Пошла. Ну и сколько это уже всего? Вот, 6, 7, и там 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Уже 14 было или 13? 14. Всего 14 было. Давай пиши, Людвиг. Или ты мне будешь это. Я не покажу тебе больше блесну, значит, никакую. Дуришь меня постоянно. Что вы меня все дурите? Сколько времени перестраивался ловить с пресных водоемов на морской? Да ну я думаю, ну месяцев 5, наверное, 6. Я когда приехал, я тут все вот эти берега, я выходил в 4 утра и приходил ночью, темно было. И так каждый день искал по берегам, где какая рыба, пробовал приманки, всякие проводки, глубины, тактики. Вот, потом с берега, когда понял уже примерно, где какая рыба, как она, на что она лучше клюет и т.д. и т.п. Но прошло время, на следующий год лодку купил, и тогда уже чуть получше еще стало. То есть, да, месяцев 5-6 точно перестраивался. Ну как, оно то легко было. Вся база что есть, забросы, подсечки, фрикционы, подрывы. Но специфика тоже немного отличается, конечно.
Тем более, когда ты начинаешь понимать, какая рыба реагирует на приманку, это уже многого стоит. Так, что там у нас? 5 отпустили. Чё 5? Людвиг, дуришь меня? Мы только тогда петуха отпустили. Перед петухом 2 трески. Потом еще одну треску нормальную. И еще одну, и еще одну. Это сколько рыб? Сколько я на еще одну, еще? Только петух чего стоит? Что мы, хоть сказать, только 4 трески отпустили? Рыба офигела. 2 отпустил, одну не отпустил. Еще 7 мы домой. Да, блин, прикол. 13. Что 13? Кого научил? А, целовать, да. Зараз вся треска закрою. Нет, уже до свидания. Уже вся треска без икры. Уже прошло то время. Это надо было в березні місяці ловити. Кінець лютого, початок березня. С икрой. В квитне тоже еще проскакивают до середины. Короче, февраль, март, апрель, она с икрой. Особенно самое больше ее в марте, плюс-минус, начало апреля. Да брешь, Тёма, креветка вареная либо сырая. Где? На рыбалку? Я в микроволновке ее кидаю буквально на минуту, наверное, и все. Ихтиандр. Вот, видишь, ягорига варит 1,5 минуты. Лучше держится. В микроволновку ложишь на минуту. И все. Короче, сегодня у нас тут прикол такой был. Дурит нас всех. Да и прикол сегодня был в 7 утра, как и в том году, и в позапрошлом. Просыпайся от выстрела, такие бу, прям залпы такие бу, аж окна и дом трясутся, бу, один за одним. Это праздник у норвегов. День Норвегии, типа День Конституции. В общем, они вытаскивают пушки где-то вот на этой стороне или там на причале, или здесь. Ставят пушки вот эти корабельные, огромные. Вот, и с них вот этими типа ядрами, но холостыми стреляют типа в море. Бах, и клуб дыма, бах. Короче, капец, весело было в 7 утра. И в том году, и в позапрошлом я от этого просыпался, как они тут лупашили. Было интересно. Так, ну давайте пару рыб и поехали домой. Эфир удался, я надеюсь. Ой, соса, а эфирчик удался. Лангфьорд, это возле Мольда Е39. Я их проезжаю, когда на Кристиансунд рыбачить еду, да. Ну, что-то микрофон так близко. Сейчас на рыбалке на севере Норвегии попадается с икрой. Ну, на севере, да, но там же ж другая это. Мы сейчас же ж про это, про треску вот лежит. Берет и на свежую. К вам куда? Яйцо. В море падает что-то. Что именно падает? Минуту микроволновки. Да у меня на максималке, не помню, 800, по-моему, там стоит. Или 900. У меня старая там какая-то микроволновка. Короче, на максималке.
Минута это потолок, я же говорю. Ты прям в пакете положил или на тарелку их кинул. Ну, это если они подразмороженные уже, знаешь. День независимости. Так я сказал День Норвегии. Может, я потом сказал День Конституции? Ну, День Норвегии. Независимый. Неуч. Слышь ты, умник. Давай вот это вот прекращай. Вы будешь Ананакаса смотреть постоянно, понял? Сейчас отключим тебя, а будешь там с Ананакасом шкуру тереть с твоим любимым. Понял? Неуч. Ты смотри какой. Шо? Сход? Сход. Фрикцион. Не просек. На самой первой рыбалке в Норвегии что-то поймал. Конечно. Сайдунов ловил ее детей. Вот таких по 15 сантиметров, по 20. И радый был капец. Скумбрию тоже. Но, правда, на севере такую килограммовую, кило 200, как вытащил. Я ее тащил, она как тунец там плескалась. Я говорю, кто ты, пока вытащил. Там кайф был, конечно, да. То есть такая сайда, скумбрия, треска там попадалась, но редко. Мы как в Норвегию приехали, я написал объявление, короче, в группе в норвежской, что типа рыбак и мечтал всю жизнь побывать в море на рыбалке. В общем, там один норвег, мужичок, отозвался. Говорит, у меня есть катер, могу вас отвезти. И мы четвером вместе с этим мужиком в открытое море пошли. Пацаны там зеленые, бледные были, рыгали. Вот, подловили рыбы, конечно. Я, как всегда, там показывал, как ловить надо на силикон, в заброс. Ну, короче, норвег в шоке был. На спиннинг. Они привыкли либо в отвес, либо троллингом, знаешь. А я вот на это, кстати, на этот спиннинг свой мощный, на силикон мощный, в заброс треску лупашил там. Да, тогда, конечно, кайфанули. Первая рыбалка на севере в море была. Потом сюда переехали. Тут уже начали. Он меня забанил, редиска. Ну вот, видишь, ты тут договорись, а тебя тут тоже забанят. Просто ж так же ж не банят людей. Спиннинг не длинноват. У меня нет, я кайфую от таких палок. Я кайфую от таких палочек. Когда ты выехал и на него уверенную соточку нормальным пилкером можешь запулить. А если эту блесну 18 грамм, ну она по ветру там летит, может, метров 70-80. А если у тебя палочка будет 2,10, 2,20, 2,30, 2,40, ну, то ты не вообще будешь как это, и плюхать тут под лодку. Для моря это кайф, ты шо? Ты ж какую акваторию за одну эту. Один раз забросил, представь, и пролавливаешь себе дна метров 80, наверное. По-любому тут за 80 метров какая-то рыба будет проходить и жмякнет. А когда ты под лодку бросаешь, еще глубина, представь, у тебя приманка приводнилась, все. Ну, то есть не то пальто. Эцвок 62 и 660 прыжек. Красивый залив. Да, красивый. В дыню получишь. Ну, это ты только обещаешь. Охренеть, новички потом в шоке.
Дыню получишь, будет тебе баня. Ты доиграйся, реально. Да, что тут пишет? А зачем с лодки далеко закидывать? Ну, Людвиг, ну ты ж вроде взрослый. Как зачем? Как зачем? Чтобы обловить акваторию хорошую. Вот смотри, приедешь ты с палкой 2,10-2,40 длина, да? И будешь ты забрасывать метров на 40 максимум. Пусть даже на 50, да? Ты ж дальше, ты ж сотку ним не пульнешь. 18 грамм, там 12, ты сотку ним никак не пульнешь. Объясняю, стоишь ты на 20 метрах глубины, на 30, вот даже как тут, вот 12, ну туда я бросаю где-то 13-14. Смысл в чем? Ты забрасываешь на 40 метров, и приманка твоя начинает падать, да? Вот 40 минус глубина метров 15, сколько у тебя остается? 25 метров ты до лодки будешь приманку подтаскивать. И то постоянно она у тебя будет вверх идти, когда ты будешь тащить. То есть ты толщу дна вообще не пролавливаешь, получается, со своими 40 метрами. А если ты на соточку пульнешь, и она приводнится на 15, то у тебя еще 85 будет, чтобы по над дном протянуть. Пусть даже не 85, пусть 60 метров ты около дна четко можешь пройти. Понимаешь? Думай, голова. Зимой, нет, зимой здесь лёда не бывает. Так, а ну-ка скажите мне, пожалуйста, почему 142 лайка? Кто это такой? До 150 дожмите. Вверху 3 точки в правом верхнем углу. И нажать лайк. А можно нажать дизлайк. — 142 лайка. Что это такое? Зимой льда не бывает. Спиннинг до 90 это уже удочка. Да, Людвиг, я ж тебе объяснил. Спиннинги до, ну там вот эти, до 2,40 все называют ковырялки. Знаешь почему? Зубочистки, ковырялки. Потому что ты ним ковыряешься вот на дистанции около берега. Понимаешь? Это ковырялочки. А 2,90 это ты уже взял у руки, маешь вещь. Вот, поставил, смотри, сколько там еще. Ну, кайф. $2,90 это кайф. А некоторые вообще на карповик на 3,90 ловили. И на катушку на скольки-то тысячную, пока Тёма не сказал: думай, голова, покупай вот это, и будет тебе счастье. Купил, и теперь не нарадуется. Да? Не будем говорить, кто это. Ягорига, а ну расскажи, как ты на карповик рыбу раньше ловил. С килограммовой катушкой и карповик 3,90. Вот это люто было. Но правда забрасывал он пилкера вот эти 80 грамм ним туда, за горизонт. $148. Спасибо, кто лайки ставит. 2 раза тапаем по экрану. Спасибо. Вита, надо модератором вас сделать. Тапайте по экрану. Выигрывайте треску. А вот же ж хотел вам окраску показать, трески разную вообще. Максимально разная. Смотрите. Одна прям тигровая. Смотрите, у нее как у леопарда. Видите окраска? Надеюсь, видно. А у второй мелкие просто, не такая. Видите, да, различия? Прям окраска. А еще есть треска, короче. Она
вообще красного цвета, крабовая такая. Вот то самая вкусная треска. Так, я не знаю, сколько у меня батареи осталось здесь. Сейчас будем закругляться, наверное. 27%. Ну, еще немножко половим. Подключаемся. Опа. Надо с морозилки рыбу повытаскивать, сюда принести. Да что оно все такое? Опа. Все, я ушел, и рыба падает. Где она, где она? Я устал вас, как на базаре. Прикинь, ее еще чистить потом. Это, конечно, филетировать. Мне проще наловить. Ищу филетировщика хорошего. Работаем 50 на 50. Даю вам 20 килограмм рыбы, 10 ваша, 10 наша. Ух, откуда-то ветер начался дуть, а. Не будем показывать на Максима пальцем. Правильно. Еще раз спрашиваю, где рыбачишь? Норвегия. Норвегия. Лангфьорд называется. Это рыбак всего 1,40 м ростом, поэтому все удочки большие для него. Глянь, запел. Ну, доиграйся. Что за телефон так долго держит? S25U Ультра. Куда рыбу денешь? Ты же отпускал. Так вот, мы ж отпустили. Сколько? 7 штук отпустили, да? Или 8 отпустили. Соседям нафилетируем. И родичам еще отправим. Краба почему не ловишь? У них вроде разрешено, если я ошибаюсь. Есть, конечно, разрешено. На краболовке, типа краба. У меня в том году было 3 краболовки. Или 4, я забыл. Вот так только я делаю. И все, и водорослей больше нету. Но не советую тем, кто так не умеет, и либо у кого блесенка дешевая будет, ну, с краской, с плохой. Отлетит краска вместе с водорослями, которые отбивались об воду. Так, что у нас тут? Краб только. Эй, Алёча, где рыбачишь? Уже 3-й раз спрашиваю. Да уже, Алекс, тебе ответили, и я ответил, и пацаны. Не знаю, может оно с запозданием. Я ж не могу физически все сообщения. Я только отошел. Ты его отправил, получается, и оно мне может прийти там через несколько секунд. А я отвернулся и, ну, не увидел. И это... Алёша на другом канале, если что, тебе так на будущее. У тебя ведь еще одна блесна есть. Вот ты так и делаешь. Так у меня другая блесна. И вроде краска нормальная. Бензик дорогой в Норвегии. Это примерно где-то 18 евро 80.
Анатолійович, рятувальний жилет не потрібно одягати. Взагалі потрібно. Потрібно. Особенно при передвижении. Ну, типа, по технике безопасности, конечно, потребно. У меня вот тут в трюме их куча валяется. А вообще тут все Норвегии, я никогда их не видел, чтобы они в жилетах были. Детей, да, наряжают они в жилеты. И я, когда ко мне приезжают пацаны с детьми и вообще пацаны на рыбалку, я стараюсь постоянно, чтобы они в жилетах были. А если погодка прохладная, то я одеваю костюмчик свой салатовый, а он у меня костюм поплавок называется. Он плавающий, уже предусмотренный, как, ну то есть жилет в нем не нужен, он и так держит на воде. Специальный, короче. Шо, уже? 3, 2, 1, 0. Сюда. Как вам рубрика 3, 2, 1, рыба сюда? Нравится? Ну это уже точно 15-я рыба за сегодня, а? А ну, пишите. Висит там на тоненького. Какая рыба? 15-я, пишите. Или 16-я. Или 17-я. Я не знаю, короче. Все, мне не интересно. Вы не поддерживаете, не рассказываете, какая рыба. Вот, трескуха, видите? Кулинарная, обычная. Вот она. Кулинарная треска. Еще что-то сожрала тут в пузе у нее. Какие-то есть эти. Дедушку. Дедушку. Дедушку и бабушку позови. Поняла? Поняла. Пошла. Целовать не будем. Пошла. Тран-тара-тан-тан-тан-тан-тан. Тран-тан-тан. Сколько рыб, напишите, было поймано. Что 11? Алекс, это ты только 11 видел? Ну. Это ты только 11 видел, а до тебя сколько отпущено было? Ты ж не с самого начала эфира.
Да что с этими чайками, а? Дурите меня. Девять. Шо, сколько и куда? Надо это, лупануть. 0,5 чекушку у соседа взял. Говорит, без нее ты, говорит, не это, не вырвись. Сейчас грамм 200 лупануть. Прям залпом, без закуски. Хорошо пошло. Продолжаем. Короче, до 15 надо дойти. Он курит в эфире, с лодки выпал, микрофон. Решил дно исследовать. Чайки микрофон отключили. Звонок был. Красава, держи лайк. Спасибо. 155 лайков. Нажмите лайк, кому не сложно. В правом верхнем углу 3 точки. И там есть лайк. Или по центру экрана 2 раза. Вот так тук-тук стукнуть, и лайк вылетит такой красивый. И сейчас мы еще какую-то рыбу поймаем. Значит, сколько у нас там всего? О, нос красный уже. Спасибо. Сколько рыб? 9, 11. Звук пропал. Что тут еще? 10. Иди 10. Я уже трески 5 штук утопил и петуха. Это уже 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это больше. 6 трески. Или сколько мы их утопили? Короче, сколько-то утопили. Они что, бухают уже? Та по екрану 2 рази активніше. Дякую, Віта. Та 99 было. Вот Алекс прикалывается. Надо килов на 10 поднять. Ну вот приблизительно червончик вот лежит. Так, если серьезно, то 16 штук. Спасибо, Михаил. Да, я тоже примерно так думаю. Я уже помню, что 100% под 15 было. То, что сколько трески выпущено только. Слышите, как они орут? — 16. Короче, 4 штуки нам нужно. Приветики из солнечного края Узбекистана. Охотникам акул, крокодилов и анаконды. Привет, хищник, вам тоже привет из сказочной райской Норвегии. Как у вас дела там? Давно не виделись. Ну да. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Короче, кто мне расскажет, как делать так, чтобы видео набирали миллионы, как у некоторых? У меня самый мой ролик, самый, сказать, ну, самый, который сама больше набрал, это 500 000, 500 чем-то там тысяч. Но в чем прикол? Из рыбы просто вылазят эти миксины, червяки эти. Ну, они не паразиты, просто это санитары. Но в чем прикол? Что такое видео набирает 500 000 легко. А вот нормальное видео, когда ты ловишь рыб метровых, вытаскиваешь там, вот показываешь, вот она, класс. Наоборот, кажется, должны, ну, просмотры быть, все четко. Нифига.
Ну, вот что-то людям надо какой-то трэш прям. Он как у пацанов лодка порвалась, эта лебедка, он снимал тоже там сколько-то тысяч, там 20-30 тысяч просмотров. А вот какая-то нормальная рыба, там шорцы, рыбалка, это, там, ну 10 тысяч, там 5, 4, 3, 1500. Я не понимаю, что им надо. Какие-то люди смотрят не то. Экшен подавай. 3, 2, 1, 0. Сюда. Сюда заходим, говорю. Вот это вот нужно будет этот шортс нарезать, да, где я говорю 3, 2, 1, 0 и подсекаю, да, и потом раз, и не показывать это все вываживание, а просто вот так подсек и рыбу показал, подсек и рыбу показал. Вот тогда будут просмотры 100%. 161 лайк. Ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал. Научитесь многому, я вам серьезно говорю. Я планирую выйти на берег, да, и ну, снова сделать обучающее видео, как ловить рыбу, где ловить, на какие приманки самое лучшее. Любую рыбу. Вот целенаправленно вышел и ловишь целенаправленно рыбу. Не та, вот люди просто не понимают, многие новички и вообще, как это целенаправленно. Целенаправленно это человек, допустим, вышел и хочет поймать форель. Он идет в то место, где форель, бросает и крутит с правильной, короче, так сказать, техникой для форели. И другая рыба у него практически не клюет. Также точно на треску выйти, конкретно ловить треску или там на сайду или еще. Ой, хорошая, хорошая мамашечка. Ух, ух. Лайки, лайки, 161. Что-то негативное больше. Да. Почему-то я не знаю. Тут вроде контентик пилишь это. Ну вот кто? Покажите мне хоть одного, который может так прийти в эфире лупашить, короче, рыбу за рыбой, рыбу за рыбой. Но нет, тут я не видел. Стой. Ой, это вообще хорошая мотильдочка. Смотрите какая. У-ху-ху. Это уже мамашечка такая, смотрите. Красота. Захавала как. Одни падают, вторые не падают. Так. Вы подвигайтесь сюда. Так, сюда. Короче, вот такая мотильдочка. Проколол ей, смотрите, прям в этот. Кусачки дома. Так, это какая рыба у нас? 16 или 17? Пойдет? Пойдет. Забираем печень и потом выпускаем. Сейчас мы усыпим. Да тихо ты, о! Хватит, 8 ударов. У нас дождь валит. Ой, она писалась. Смотрите, писает. Видно вам? Да я думаю, столько хватит. О, хорош. Все, пописала. Офигеть, первый раз вижу, что она писает. Пошла сюда. О! Кулинария. Мамма мия. Кулинария. А куда я пошел без спиннинга? Дождь валит, дождь. Так, ну что, еще лупанем, пока суть до дела. Тёма не зря предыдущую отпустил. Ну да.
Анатолійович, куди всю рибу подіти? Чи їсти буде, чи роздасте? Віта, та плануємо посилку передавати. Через перевізників, короче, посилку передавати. А вот я думаю, филешек наделаю и родных порадуем филешками. Плюс ко мне со Швеции должны гости приехать вот-вот уже. Им тоже несколько килограммчиков отложим. Она-то так большая, кажется, а ты филе, когда снимешь с нее, там, ну, мало будет. Это если тушками. Мы, допустим, я никогда себе филе не делаю практически. Прям сделали стейками, жарим. Почему стейками? Потому что на кости рыба самая лучше прожаривается. Вот кость, она как керамика работает. Внутри этот хребет, прям на хребете как ложишь, там костяшка, и косточки ж по мясу расходятся. И вот она прогревается, туда масло попадает, и она прям прожаривает ее классно. А когда ты просто филешку кидаешь, ну не то немножко. На кости самое классное. Ну даже возьмите там ребрышки на кости, там мясо на кости. Оно намного вкуснее, чем просто филе какое-то, мякоть. Там и жировая прослоечка идет, когда стейки вот в плавничках вот этих всех. Вкусняшка. А так, если снимают еще и шкуру, то это вообще уже не рыба. Сняли шкуру, выкинули все вот эти брюшки, плавнички, где самый жирочек, самый смак. Это уже для меня это не то. Поэтому мы для себя постоянно делаем стейками ее, рыбу. Самое классно получается. Так, итого сколько? Это где? Норвегия. Так, в Норвегии. Тёма, привет. Согласен на 100%. По поводу чего привет? Я просто пропустил. Может, я что-то говорил? Вон на Решорт, как она писает, будет тебе миллион. О! И написать, как писает треска, да? Не, как писает рыба. А видно было нормально струю прям. Сквиртинг, блин. Сейчас крупняк пойдет, да. Мозги вытекают, да. Давай. Оно так запоздало, эти смс-ки, видать, приходят. Блин, телефон один мокрый, мокнет, микрофон мокнет, планшет мокнет, под дождем. Для вас стараюсь. Контентик. Я не понимаю, почему вот эти, как их, ну, модераторы, как их правильно назвать, этих YouTube машину эту. Чё мне за эфир никто не платит? Вот было бы интересно, вышел, провел эфир, посмотрело там тебя сколько-то тысяч человек, да, взял ютубчик, скинул там тебе каких-то 200-300 крон, 100 крон хотя бы на бензин, там на 5 литров бензина. Уже бы интересно было. Нифига не платит, монетизация, ничего. Вот как можно? Покупаешь приманки за свои деньги, бензин тратишь, все. Ездишь, контент снимаешь, мокнешь тут, телефоны мочишь. Никто ничего. Хоть бы кто-то. Надо их уволить, этих YouTube этих. Люди смотрят, вы смотрите, что-то ж кому-то интересно. Тапаем 2 раза по экрану. Правильно. Что у нас, сколько этих? 163 лайка всего лишь. Но людей уже много ушло почему-то. 74 человека. Мало вообще в этом эфире будет просмотров. Наверное, время такое, что все сейчас 17:30, вот что они могут делать? Где-то гуляют, может. Но не дома сидят. Это если эфирчик провести часиков в 9 вечера, в 10, тогда да. Там уже люди на диванчике, дома. Там будет кайф, конечно. Просмотров мало еще, чтоб платили. Да нет, при чем здесь просмотров мало? У меня включено уже все, и монетизация, и это. Я к тому, что за эфиры не платят. Нету такого. Вот я писал это, они говорят спонсорство типа.
Ну, и это я должен у вас сейчас сидеть, как вот эти все в ТикТоках и везде. Скиньте розочку, скиньте еще что-то. Или карту привязали, вот в эфире висит карта. Пополните карту, донаты какие-то. Только так. А сам YouTube тебе нифига не платит за эфиры. Или за просмотры. Там 1000 просмотров 0,02 цента. 10 тысяч 20 центов. 100 тысяч, сколько? 2 доллара? Или... Короче, что попало. Я не знаю, как эти... То, наверное, миллионники какие-то блогеры там зарабатывают. Ну, плюс реклама, может, какая-то. А у меня же все чисто так. Вот блесна, да, вот увидели б, сказали, тип ловит на нашу блесну на производство, да. Вот он на нее поймал 15 рыб сегодня. Не реклама, это классная реклама, что нет. Люди увидели, переспросили у меня, что за блесна, реально рабочая, доказанная в прямом эфире, что она работает, все. Купили себе и пробуют ловить, что нет. По-моему, водоросли какие-то прицепились там. Рыбалка, рыбалка, ужин по расписанию, правильно. Но так можно ужинать и смотреть же. Сейчас я Светлану Лабуду вытащу. Вот она, Светлана Лабуда. Видите? Светка Лабуда. Так берешь. Раз. Два. Светки Лабуды нема. Видите? И все, и забрасываешь. Но это надо уметь делать. Некоторые кончиком, как зарядят в этот, ломают кончики об воду. Чуечка должна быть, чуечка. Так, телефон все уже у тебя. Давай позже выходи, когда все на диванах. Да ну представь мне, сколько это. Сейчас 6 часов, пока зарядится. Что, в 9 выходить, снова эфир проводить. А с рыбой что делать? Всю целовать и отпускать? Не знаю. Можно, в принципе, пойти домой. 3, 2. Все, не будет. Первый раз 3-2 отчет сделал и не поймал. Но я не полный отчет сделал. Рыбалка рыбалкой. Как ты понял, что не будет? Чуйка пропала. Ой, это не передать. Блесна начала, начала игру не ту, а потом ту. Короче, она догоняла, потом я паузу сделал, она упала в водоросли. Немножко я не до этого. Хотя мог подсекать не раз, два, три, а на 2 я уже мог подсечь. Но думал, до 3 дотяну, как и предыдущие эти, чтобы красиво было. Короче, профукал. Осечка тоже бывает. Ну ничего страшного. Паноптикс нет желания приобрести. Рома, я тогда вообще ее всю выловлю. Ты что? Меня уволят, скажут браконьер. Интересная штука, конечно, паноптикс. Ну, на меляках здесь ловить, да. Это я сейчас бы ротатор повернул, выбрал бы из всех самую крупную, бросил бы ей прям в морду. И, конечно, это классная рыбалка.
Здесь более вслепую. Ну что ты, давай. Там танцуют, поют. Где это? Короче, бухают, отдыхают они сегодня. Да-да, самый трофей. Девчонки едут 100%. Может, ближе к танцующим. А там что? Треска танцевать будет? Вы слышите, как они там? Кайф. Точно, на понтон надо их загружать. Давай, догоняй. Боданула своим бородой. Давай. Еле-еле бородой придавила и все. Бараны там бычат. Бекают. Ух ты! Это как так? У меня такого еще не было. Офигеть. Минус блесна. Парам-парам-пам. Пу! Короче, надо ехать домой. Козырную блесну, собака при подсечке. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо, наверное, ехать домой. Зрителей мало, 82 человека. Эфир удался. Минус 9 евро. Приманка. Нормально. Стрим прошел удачно. Что я могу сказать? Короче, итого сколько? 16 рыб поймано. Или 17, сколько там. Я потом посчитаю, напишу. Когда буду монтировать это все. Самый жирный вот паренечек.
Опа. Вот такой вот. И трескунчик вот такой тоже. Для сравнения. Вот такие вот. Две самые жирные рыбки сегодня. Остальные все кулинарные. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Сейчас вот прям эфир заканчивается. Переходите сразу, подписывайтесь на канал. И все у вас будет хорошо. Так. Сейчас я убираю вот это все. Отвязываемся, едем домой. На сегодня хватит. Не знаю, может вечером еще выйти. Не знаю я. Так что как-то так. Лайки, кто забыл прожать, дожмите лайки. Поводок стальной став, да. Плохо примотал или очень тяжелая? Да я так и не понял. Она там и флюрокарбон стояла, и это, но она на шнуре почему-то. Она догоняла, подбивала приманку. И на паузе, может, приманка начала планировать, я так думаю. И она сбоку заходила, атаковала, и в шнур попал ей в пасть, и просто пасть перерезала. Так часто, ну, как бывает. Я подписался, треска обоссалась от смеха. Понятно. Так, ну что, друзья, всем спасибо за просмотр, за комментарии. Подписочки оформляйте. Рыбалка удалась, слава богу. 15, 16, 17 рыб, сколько было, я потом посчитаю. И сделаю тайм-коды под каждым эфиром. Я делаю тайм-код. Кто из вас будет заходить, потом увидит этот эфир, ну, другой эфир, у меня их много. Там есть тайм-коды, чтобы весь эфир не смотреть, там 3 часа, не проматывать. Будет тайм-код, допустим, первая рыба там на 12 минуте. Сразу нажимаете, и будет вам рыба пока. Там вторая на такой-то минуте, третья на такой-то. Для вашего, так сказать, удобства просмотра будет. Так что, флюрокарбон, как это? Как не использую? Использую. Флюрик стоит у меня. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Блесну можно дроном найти. Да, за рыбой буду гоняться, а у нее в пасти, если она. А может и не в пасти, не знаю. Всем всего хорошего. Подпишитесь и оставайтесь с нами. И до скорых встреч. Пока-пока. Парам-парам-пам. Пу! Вон, кто хотел посмотреть, рыба есть под нами, вот прям лодкой. Как-то так.